Ну что ж, друзья, Ultimate Fighting Arena 2023. Мы смотрим с вами Mortal Kombat 1 топ-8. Напоминаю вам, что Ultimate Fighting Arena это второй квалификационный ивент, оффлайновый ивент в рамках Mortal Kombat 1 Pro Competition. Ой, смотрите, какой ролик пафосный. Второй ивент из 4 в рамках Pro Competition. Третий будет в начале следующего года в Бразилии. Четвертый будет в мае в Чикаго Combo Break. Ох. Ё-моё, столько прям пафоса здесь, смотрите. В этом коротком ролике. Итак, вас приветствует Париж, Франция. Вчера прошли пулы, вчера прошли топ-24, и топ-8 оказался очень неожиданным. 130 участников по Mortal Kombat 1, и в итоге осталось их 8. 4 по инерам, 4 по лузерам. Тремор запрещен, Большая арена, как вы видите. Все готово к тому, чтобы определить лучшего. Прямо скажем, вчера были неожиданности, и вчера были сюрпризы, причем сюрпризы серьезные. Вот, и достаточно, ну, такой относительно непредсказуемый топ-8 оказался. Итак, друзья, первый финалист это Акстар. Между прочим, игрок за Рейка, не удивляйтесь, из Ливана. Здесь вообще очень много игроков из Ближнего Востока. Он прошел по венерам, между прочим. Так, второго игрока нам представляют. Второй игрок MK1, игрок за Скорпиона. Между прочим, из Испании. Тоже вышел по венерам. За кого болеешь? Болеть вредно, лучше не болеть, пацаны. Оставайтесь здоровыми. Следующий игрок тоже вышедший по венерам. Это Канимани. Из Германии. Игрок за Рейдена. Посмотрите, совсем молодой парень, но уже относительно прославился. Между прочим, убрал Кинг Гэмблера в лузера. И Джоша TQ. But I'll tell you what, immediately, who is not a newcomer to the offline space and just, I suppose, in-person tournaments in general, none other than the man himself. Далее, следующий игрок это Tekken Master. Человек, который прославился своей игрой с 2015 года, когда он... 2016, извиняюсь, когда он на Эволюшене сумел ресетнуть сетку против Соника Фокса. Победить не удалось, но он продемонстрировал впечатляющую тогда игру за Катлкана. Здесь он играет на Рейдене и, соответственно, игрок из Бахрейна. Представитель Бахрейна. Tekken Master. I think personally, maybe my pick to win the whole thing. I think Tekken Master is the player to watch in this top 8, the most. Right.
Ну что ж, лузера. Video Games Yo. Представитель Великобритании. Игрок за генерала Шао. Разве не за бараку? Нет, не за бараку. Looking to take it all the way here. Mostly General Shao, I believe, is going to be the game plan, but there's a lot of good players to get through. VGY, absolutely one of them. But not just Shao, things like Shao Darius. Вчера, по крайней мере, он играл не за бараку. Video Games Yo, один из сильнейших, безусловно, игроков Европы. Соответственно, он из Великобритании. Напоминаю, что он занял 7-е место на предыдущем квалификационном ивенте. East Coast Showdown. Итак, Боки, игрок за Кунлао, также вышел по лузерам. You're looking at Boki. Now, Boki is a certified party animal when it comes to gameplay with Kung Lao. He's playing the right team, that Lao Goro, and lets you go. If there's space to armor, you've got to respect Кун Лао плюс Гора. Thrives with that. Адская смесь, понятное дело. Между прочим, представитель Австрии. Ну что ж, любимчик публики вчерашний. Гр, единственный американский игрок, добравшийся до топ-8. По лузерам игрок на Геросе. Вчера он покорил сердца местной публики своей великолепной игрой за Героса, которая, ну, в общем-то, впечатлила очень многих. Его просто сумасшедший матч против H-Допа запомнился крайне многим. Ну и последний участник топ-8. Также по лузерам вышел Фокси Грампа. Фокси Грампа, игрок на Китане из Великобритании. Чипмастер. Чипмастер имеется в виду от слова чип, типа дешевый. Можно сколько угодно, ну, не любить и, ну, сомневаться в том, что он как бы такой плохой типа игрок, да? Но факт остается фактом. Он все-таки добился своего, он вышел в топ-8. Но, между прочим, он не единственный китано-плеер, который далеко дошел. Потому что был еще один китано-плеер, это, по-моему, Фальк, который вылетел за шаг до топ-16, но он, в принципе, имел все шансы. Так. Хайлайты нам показывают вчерашние. За бортом остались такие игроки, как Асадимасы, Кинг Гамблер, Макаран, Джош TQ, Еуфорин, MK Азербайджан, Лоу Коридор, Файзел Комбат, очень сильный, Фапс, Кей-Топ, H-Доп, Too Easy, Сноу. Они все остались за бортом топ-8. Это то, что мы видели вчера. Напоминаю, что наши игроки тоже участвовали, но, к сожалению, не дошли до топ-8. MK Азербайджан занял 13 место, он играл за Смолка. Дезартит и Такинада, они заняли 25 места. К сожалению, Такинада на стрим так и не попал. Дезартит попал на стрим дважды. MK Азербайджан попал на стрим дважды. Ну что ж, друзья. Погнали, погнали. Топ-8, Mortal Kombat 1, Ultimate Fighting Arena. Так. Конечно же, здесь достаточно много было игроков с Ближнего Востока. Это и Акстар уже представленный, понятное дело, Tekken Master. Из тех, кто не дошел, очень сильную игру показывал Файзел Комбат.
Вот, и на самом деле это тот игрок, которого больше всего, ну, относительно, конечно, опасался МК Азербайджан. Но он с ним так и не встретился. Так, и у нас первый бой впереди, это Акстар, игрок за Рейка из Ливана. И встретится он против Хавьера, испанского Скорпиона. Оба по венерам вышли. Акстар, между прочим, выбил лузера видеогейм.io, причем со счетом 3-0. Вот. Что же касается Хавьера, то у него был просто какой-то фантастически близкий сет против Асадимасы. Ну и, соответственно, он сумел выйти победителем 3-2. Many people will be restreaming this tournament, watching it with their own communities. Shout outs to every single one of you, whether you had to get up early in the day for it, whether you had to stay up late at night, or maybe it just fell right in the middle. Maybe you're one of the lucky ones. But shout outs to everybody. Ну что ж, друзья. MK Javier on your right, the Scorpion God, and then МК Хавьер против Акстара. Акстар очень удивил нас вчера. Он играет за Рейка, причем не с Дариусом привычным. We first saw gameplay on stream in the exhibition, but I think anyone on Team World was kind of on the receiving end of Gur with team battle momentum, so obviously that's not the greatest demonstration. But yesterday, Акстар показал очень сильную игру вчера. Да, помимо того, что он выбил лузера видеогейм.io, также он на его пути были такие игроки, как H-Dop, он выбил и H-Dopа в лузера тоже, и Боки выбил лузера. Что же касается Хавьера, игрока испанского за Скорпиона, он выбил на своем пути Асадимасы, выбил на своем пути Фокси Грэмпа и АВП, а также Фапса. То есть у него путь был очень тернистый, очень серьезный, но тем не менее. Оба используют камео страйкера. Камео страйкер на самом деле это крайне сильный камео персонаж. Его амбушт гранаты, это страшный сон действительно, который сейвит вообще все подряд. Ну и ко всему прочему халявный миксап, лоу оверхед. Ну что, бой уже идет? Бой уже идет, друзья. Все, никакой разминки. Есть вив-паниш от Акстара, извиняюсь. Так. Ой-ой-ой, в контрхит заходит Хавьер. Ага. Есть конферм. Пам-пам-пам. Найс. 383 дэмэджа. Крутилка ансейфовая. Видите, не было у Хавьера сейчас, страйкер не накопился, поэтому он не смог засейвить. Не подрасчитал чуть-чуть. Так. Закидывают гранатами оба. Ага. Так. Оу, начиповал. Еще и экзовые сюрикены кинул, их там 5 штук летит, поэтому что-то да зацепит. Ага, засейвился при помощи страйкера. Оп, еще страйкер. Ага. Так, у Акстара есть страйкер. Хорошо сбивает он. Так. Все, к углу поджимает Акстар. Обычно мы привыкли видеть, что с Рейка играет Дариус всегда. Паниш. Опять-таки не рассчитал Хавьер накопление страйкера сейчас. Найс. Хороший конферм. Но, тем не менее, Акстар показывает, что не обязательно все строить вокруг того, чтобы сделать командный бросок и скомбить его. И еще гранатки. Все, чуть-чуть КП. Вау! Ничего себе! Вот это достает сейчас Акстар. Вау! Страйкер помог, пацаны. Так. И 45% дамага. Домой. Просто домой. Сразу же фаталити просто после первого боя. 1-0 в пользу Акстара. Здорово он сконфермил эти гранатки в воздухе. Где Аркратов? В США. Так.
Ну что ж, 1-0. Акстар продолжает нас удивлять. Второй бой. Так. Этот Гыр приехал, ну и что? Что, в смысле, Аркратос это Гыр или что? Так, так. Гранатки тоже. Угу. Так. Видите, на такой высоте сейф. Ой-ой-ой. Гарпун прилетает. Так. Найс. Пока спешл. Закидываем гранатами. Сейвим гранатками. Так. Двойка. Двойка очень далеко стендовая достает Скорпиона, поэтому это удобный инструмент. Так. Так. Только видишь, что гранаты летят со всех сторон. Класс. Ой-ой-ой, мид пропускает сейчас Акстар. Угу, все, это смерть. И забирает раунд Хавьер. Окей. Так. Ой-ой-ой, мид пропускает сейчас Акстар. Как-то на мите пропустил странно. Ага. Ну что, проблема у Акстара подойти. Закидывает, да, и все равно дистанцию... Дистанцию сохраняет. Сейчас Хавьер, пока спешл. Гранаты кидаем. Окей. Так. Ой-ой-ой. Найс, отличный микродак от Акстара. И есть конферм. Погнали. Угу. Все, окей. Так. Хотел развести на какой-нибудь вейп. Так. Ой-ой-ой, мид пропускает Акстар. И есть конферм. Пам. Найс. Пиксель остается, но тут начиповать. Тут начиповать. Он просто лоу огонь пихнул. Анзейфов, этот, не Анзейфов, а этот... Анбокабл огонь пихнул. Вау, вообще жесть. Но Хавьер вчера так, кстати, уже добивал. Где другие наши? Ну, другие это кто? Ну вот, где ты? Ты где на турнире? Где я тебя не вижу. Где ты? Почему ты не на турнире? Страйкеры кидаются, блин, друг в друга. Ой, боже мой. Киберспортсмен. И чё это за оправдание? Едь на турнир, не киберспортсмен. Становись киберспортсменом, едь на турнир. У нас нет киберспортсменов в России, так что тоже мне отговорка, едь на турнир. Так, пока. Вот Хавьер. Оу, ё-моё. Хорошо, отлично, вивпаниш, так стар, использует дистанцию. И набейтил, вы посмотрите! Набейтил! Они что, киберспортсмены, что ли? Они просто сильные игроки, и все. Сильный игрок — это не равно киберспортсмен. Так что давай, едь на турнир. Так. Ну, Дизартед как раз здесь, на турнире. Найс. Ой-ой-ой. Есть паниш. Вот так. Пока спешл кидается. Ух, армор использует это. Хавьер, опасно. Ага. Так. Дамаг. Сейчас будет большой дамаг. Но еще не смертельный пока что. Так. Не такой уж большой, не стал делать. И пока спешл, да, заходит от Хавьера. И это 1-1. Так. One of Scorpion's main drawbacks, right, is not really having a long, confirmable mid. You know, that kind of forward three, that knee attack. As the only mid he's really держит дистанцию сейчас Хавьер максимально. Еще и в хит пропускает Акстар, к сожалению. Так. Пока спешл. И еще гранаты. Закидывает. Арморчик использует. Господи.
Нет, рвет бросок, Акстар. Так. Найс! И конферм! Прекрасный конферм! С этих бомб от Акстара. Отличный. Так, лоу. Отпокивается пока что Акстар. Гранатки, засейвись. Ой-ой-ой, мид залетает. Так, бросочек, тихо. И конферм есть. Но брейкер отдает. Хавьер, мало хп у него остается. Так, засейвился гранатами. Паниш! Ой-ой-ой! И фаталбоу есть! Максимально дамаг сейчас будет! О, боже мой! И вполне возможно этого может и хватить. Этого может хватить, чтобы убить. Ну-ка. Нет, не хватит. Нет, не хватит. Нет, не хватает. Оу! Лоу! Б3 лоу! Залетает от Хавьера и 2-1. Ох-хо-хо-хо-хо. Вот это да. Найс. Смотрите, подошел тренер к Акстару. Что-то сейчас объясняет. Ой, жесть какая. Не, Б3, конечно, сумасшедшую дистанцию имеет у Скорпиона. Вот. Такая лоу-подсечка на фуллскрин. Так, ну что ж, проконсультировали там Акстара. Выходит он на экран выбора персонажа. Оставляет ту же команду сейчас Акстар. Вышел, чтобы немножко перевести дух, отдышаться. И поехали. Я напоминаю, что это матч уже за выход в топ-3 по венерам. Поехали. Товарищ режиссер, можно нам картинку на полный экран, пожалуйста? Так. Не заходит. Оп. Хороший конферм от Хавьера. Угу. Так, бросок. Так. Много пропускает Акстар этой крутилки. Аверхэт. Быстрый. Ага. Еще пока спешл. Еще чипуем. Много чипует МК Хавьер. И армор! Ансейфовый он сделал таки. Один пиксель остается. Ну что, Акстар, будет ли звездный камбэк? Не будет. Матч-поинт для Хавьера. Так. Ага. Двойка, мог скамбить двойкой. Так, засейвил. А, нет, не засейвился, Акстар. Так, но брейкер отдает. Куда лезешь? Ой-ой-ой, мид залетает снова от Хавьера. Так. Так, рестенд делает. Аверхэт, это микс через страйкера. Так, бросочек, и мало хп остается у Акстара. Ну что, будет ли камбэк Акстар? Нет, не будет камбэка. Еще одна пока спешала, и Хавьер забирает этот бой. 3-1. Ну что ж, Хавьер. Достаточно уверенная победа. Акстар уже мало что мог поделать. Дистанция, когда дистанцию Хавьер уже увеличивал, с большими потерями удавалось подойти Акстару. И таким образом испанский Скорпион выходит в топ-3 по венерам. I think every single match we're going to see in this top 8 is going to be a total banger. It's just a wild outcome. У нас впереди следующий бой. Это Канимани против Tekken Мастера. Второй полуфинал венеров, соответственно, второй матч за выход в топ-3.
But even по outside венерам. of that, when you remove the cameo from the equation, Scorpion, Жесть. one of the weakest mids normally. Просто But жесть. that's what I want to kind of interject and say. It's all well and good saying maybe the Не character's not as дакается bad под as второй everyone удар после thinks, but F3. we cannot take Не anything away дакает. from MK Javier. I feel like Javier is the one making this work. He is the specialist of specialists. Which is, it's a difficult Так. conversation, isn't it? Because whenever we talk, like, tiers, especially early on, the game's only been out for a few На кого, months, выходит, соответственно, Акстар? Акстар спустился в лузера на победителя пары Гыр Фокси Грэмпа. Канимани встретится сейчас против Tekken Мастера. Напоминаю вам, что Канимани на своем пути убрал в лузера Джоша TQ, убрал в лузера Кинг Гэмблера, убрал в лузера Кейтопа и Инфинити. Очень сложный такой путь был у Канимани. Что же касается его оппонента, то Tekken Мастер убрал в лузера Макарана, убрал в лузера Лоу Коридора, Юлфоринга. То есть, в общем-то, это уже достаточно такой серьезный путь у него был. Так что оппоненты друг друга достойны. Делайте ваши ставочки. Посмотрим, насколько вы умеете делать прогнозы. Жесть. Вот они, Tekken Master и Канимани. You have one of the absolute prime examples and the totally opposite end. Kanimani, an online god, and has been doing incredibly well in online tournaments. В онлайне Канимани много чего, в общем-то, выигрывал. Но это оффлайн, и здесь он дошел до топ-8 по венерам. О многом это говорит. Что касается Tekken Мастера, то это действительно один из фаворитов данного турнира. Это человек, который с Mortal Kombat X с времен 2016 года очень много, с своего звездного выступления на Evolution, очень много проводил оффлайн всяких турниров и так далее. И, в общем-то, достаточно неплохо выступал, в том числе и по Mortal Kombat 11. Посмотрим, чего он добьется в Mortal Kombat 1. Напоминаю, что ни один из этих игроков не участвовал в турнире East Coast Throwdown, который проходил в октябре. In just about any event you see him in, and character-wise, impossible to prepare for. He plays so many characters, dare I say the entire roster, and then kind of settles on that core team of very strong picks that he's going to kind of cycle between as to what could work. So right now, почему-то нам показывает Скорпион против Скорпиона, но нет, они не играют на Скорпионах, графика немножко нам врет, и это просто от предыдущего как бы боя осталось. Посмотрите, у них какие крутые камеры тут стоят, направленные. Специальный такой стол, эти с дырками под камерой, чтобы снимать игроков, снимать их эмоции и запоминать эти легендарные моменты. Кстати, о легендарных моментах именно в том, на Evolution 2016, по гранд-финале Mortal Kombat X, Tekken Master сделал ресет брекет, он сбросил лузера Соника Фокса, и Соник Фокс тогда впервые снял свою шапку, и это был, тогда какой-то дичайший хайповый момент, просто дичайший хайповый. Но, так сказать, тогда вот он замиксил Соника Фокса при помощи своего Котолкана. Но затем Соник Фокс, Соник Фокс тогда играл, кстати, на Эроне Блэке, и тогда Соник Фокс сменил после ресета Эрона Блэка уже на чужого, и уже на чужом выиграл. I love that you can even see the cameos. Shout out to UFA, that's sick. Yeah, whoever was responsible for that at the production crew, well done. That is super cool. Raiden Kano is something you're going to see a lot in this part of the world. Ну что ж, поехали. На Dual Tense, между прочим, Канимани играет. Обратили внимание? На таком голубом Dual Sense.
Конечно, Рейден плюс Кана, ребята, это вообще просто дичайшая комбинация. Возможно, даже лучше, чем была раньше Рейден плюс Сайрекс. Вообще, после того, как Сайрекса понерфили, понятно, мы его уже нигде не видим, но именно конкретно для Рейдена отлично просто подходит Кана и очень хорошо подходит Сектор. Это как бы два камео, которые Рейдену, ну, прям очень серьезно помогают. Не просто после телепорта Рейдена. Ну чё, поехали! Tekken Master, по крайней мере, начинает с бараки. Обратите внимание, что у Канимани турецкий флаг, он как бы, ну, просто он сам живет в Германии, но выходит из Турции. Так, Кана, Канабол, все сейвит, чипует, очень много чипа сносит. ХП мы не видим, к сожалению, но тем не менее... Тридцатник сносит Канимани. Так, найс, хорош отблок. И есть наказание, но Брейкер отдает, тем не менее. Tekken Master, телепорт, D4, B3, 1. Так, так. Хорошо, 2-1-2. И четверочки прожимает. Tekken Master, найс. Ой, B3 заходит, но тем не менее брейкает Канимани. И дожимает. Найс. Так. Ой-ой-ой. D4. Так, бросает. Есть бросок. Оп. Так, так. Что-то хит пропускает. Канимани очень много. Аверхед F3 заходит. И есть конферм через гранатки у Tekken Master. Найс. Так, набейтить попытался. Ой-ой-ой, потерялся немножко Канимани. Так, Брейкер отдает Текен. Так, так. Лоу. Кана наконец-таки накопился. Пока спешл будет? Нет, пока не делает Канимани. Оп. Ножи, да. После вот этого суперменинга, видите, очень хорошо ножи идут от Кана. Паниш. Хороший паниш на самом деле через апперкот, потому что гранаты уже летели. Так. Ой-ой-ой, поймал на суперку, да. Великолепно. Tekken Master 1-0. Он ловит на суперку, ну точнее на Fatal Blow. И, соответственно, убивает. Напоминаю, что у бараки Fatal Blow бьет, ну, не через весь экран, но почти через весь экран. Поэтому, пока там заряжал свои проджектайлы Рейден, соответственно, он был беззащитен, и этим воспользовался Tekken Master. Очень грамотное решение, 1-0. Сейчас нам, наверное, опустят плашки. Лайфбара опустят, чтобы видно было. Да, Дизакты там подошел к Канимани, что-то там сказал, посоветовал. 1-0. Дизакты, кстати, вчера дважды... я уже говорил, да? Дважды на стрим попал. Ну, два его боя попало на стрим. Так. Интересно, что не подошел судья и не сказал им, как бы, опустить лайфбар. Кстати, я забыл вам сказать, что... Вчера, во время боя с Дизактедом, там, короче, возникла такая ситуация, техническая пауза, очень долгая. Короче, там суть в том была, что они тоже, лайфбар, ну, он висел слишком высоко, а опустить было нельзя, потому что в игре, ну, почему-то он не опускался. Там в игре, типа, ставили, чтобы лайфбар опустился вниз, а он не опускался, представляете? Короче, такая корка была. Так. Поэтому там так долго. Бросочек. Найс. Знал, что бэкдэшиться будет Tekken Master. Соответственно, дэш вперед сделал Канимани. Найс. Отличный паниш. Лоу. Ой, больно. Сейчас будет больно. Так.
Ага, есть конферм. И 380. 380 без метра. Ребята, без метра, но с одним камео. Найс, вовремя телепортнулся, однако гранатки подстраховали сейчас. P3-1 заходит, и есть конферм. Так. 2-1, 2-1-2. Напоминаю, это 0 на блоке. Сзади Кана ударил. Чуть-чуть не подрасчитал. Можно было на гранате еще поднять противника. Так, засейвился гранатами. Господи, ножи, да. Аверхеды заходят от Кани. Засейвил, да. Очень удобно сейвить, кстати, при помощи Кана, потому что Кана, ну, висит в воздухе этот канабол. Держишь его. Оп. Так. Ой-ой-ой-ой, найс, арморщик использовал сейчас Канимани, Пока Спешл, но мало хп у Канимани, и чипуем, да, начиповал Мастер. Никто не знал, что это полом, все знали, что, тогда уже все знали, что чужой это полом, так что не надо, ты так говоришь, никто не знал, все знали. Так. Лоу-лоу, заходит, и брейкера-то нету. Ага. Так, Кана. А, нет, не стал Кану использовать. Ой-ой-ой. Есть паниш через апперкот. Б3 заходит от Текен Мастера. Ага. Найс. Вау, хорошо. Убрал Кана сейчас Текен Мастер. И отлично. Наказал. Чуть-чуть хп остается у Канимани. 0. Тихо. Оу! Чоп-чопом встретил. Блин. Найс. Но на самом деле он, в смысле, ничем не рисковал. То есть он, да, встретил чоп-чопом, но там уже гранаты летели, и он бы засейвился в любом случае. Итак, какая уверенная игра от Текен Мастера 2-0. По-моему, там этот Текен Мастер говорит, ну типа, опустите лайфбар, да? Или что? Не, ну просто забавная ситуация, да? Типа, ты в игре, ну, выбираешь, что опустить лайфбар, а он не опускается просто-напросто. Ну, почему-то. Странная, ну, типа, ситуация. Ну что ж, пока очень даже неплохо, смотрите, действует Текен Мастер. Со всеми этими рейденами уже наиграно, поэтому все эти дешманские трюки не проходят. Ну, в смысле, проходят, они работают, но не смущает его это. Рейден по-прежнему начиповать способен очень много. Благодаря Кана, конечно. Он, видите, еще притягивает вот этим вот буревестником к себе. На блоке. И, соответственно, как раз-таки притягивает к канаболу Кана, который висит там в воздухе. Да, похоже, сейчас пришли там техники для того, чтобы все сделать, для того, чтобы лайфбар спустить вниз и по-человечески уже все сделать. Так, ну что ж, лады, допустим. Пустак. Небольшая пауза возникла. 2-0 пока что в пользу Текен Мастера. Очень уверенно он пока что действует. Ну и пока что скажу вам, что мы еще сегодня увидим Кун Лао, генерала Шао Китану и Гераса. Очень разношерстный такой состав топ-8, хочу вам сказать, что прикольно, конечно же. Очень много вчера было тайм. Просто невероятно много. Ой, все, бой идет уже, господи. Ну, как бы, да, лайфбар не смогли опустить. Ладно, говорю, продолжайте дальше, а там уже потом разберемся. Так. Лоу-лоу. Ай-яй-яй-яй-яй. Держал прям до последнего Канимани. Бросочек рвет Кани. Так.
Ага, все, микродакнул. Так, D4. Ой-ой-ой-ой-ой. И 2-1 заходит от Текенмастера. Так, засейвись. Куда полез Канимани? Пытается Канимани залезать, но нет. О, вау! Суперменин как сбил сейчас. Здорово, Текенмастер. Засейвись. Да, гранатки летят. Каннабол? Конечно. Ой-ой-ой, 2-1 заходит. Ага. И это матчпоинт для Текенмастера. Отлично. Так, хорошо. Хороший паниш был сейчас. Конечно, можно было рискнуть чоп-чопом, но... Ну, как бы это риск. Он мог и не доехать. Ой-ой-ой, нейтрожам двойка заходит. Как-то Канимани так это пропустил. Но брейкер, тем не менее, не отдает. Аверхед поблочил. Так, сейчас брейкера отдает Канимани. Паниш. Угу. Хороший паниш. Так. Лоу-лоу. Оп. Все, при помощи D4. Откидывает на дистанцию. Ага. Так, хороший паниш уже от Канимани. Нету микродака на этот раз. Ага. Так. Есть фаталблоу у Канимани, он может убить с одной комбы. Он может убить, но надо зацепиться для этого. Аверхеды заходят. Так. Фокус спешл от Текенмастера. И найс конферм 3-0. Вау. Текенмастер. Ну что ж, таким образом Текенмастер выходит в финал винеров на МК Хавьера. Найс. Ну а Канимани спускается в лузера. Очень так уверенно, знаете, прошел своего оппонента Текенмастер. Я бы даже сказал, ну, слишком уверенно. Изи. Вот до чего мы дожили, ребята, когда самый эффективный паниш — это апперкот, потому что, ну, типа, у тебя есть всего лишь очень небольшое окно для того, чтобы наказать, и поэтому нормальную комбу на паниш садить нельзя, и надо всаживать что-то, что как можно быстрее и нокдаунит, то бишь апперкот. Так. У нас впереди следующий матч. Мы переходим к сетке лузеров. И это у нас какой матч? Видео Games Yo против Бокки. Точнее, наоборот, Боки против Видео Games Yo. Напоминаю вам, что Боки — это австрийский игрок на Кунлао плюс Гора, у него связка. Соответственно, это очень сильная связка, потому что Кунлао имеет этот спешл, который продвигает его вперед, имеет армор, и при помощи Гора лаунчит на хите, а на блоке дает плюс при помощи Гора. Мухарморны. Ну и, соответственно, за метр, конечно. Ну и, соответственно, Видео Games Yo — это игрок на Генерале Шао. Ну и разок Шансунга он взял. Вот они. Австрия против Великобритании. Боки убрал на своем пути Фейзл Комбата, Лоу Коридора, Асса Димасы, между прочим. И убрал Дизартида, кстати, из турнира. Сам Боки упал в лузера, проиграв Акстару. Уже нам известным. Что же касается Видео Games Yo, его выбил в лузера тот же самый Акстар, тот же самый. Ну и Видео Games убрал на своем пути Кинг Гэмблера. И Туизи. Хорошие у них, так сказать, послужные списки. And even though I think VGY played mainly Shang's song at ECT, he still does have a Shang. But VGY's strategy with Shang is
unique. I haven't seen anyone else do it. He basically picks the cameo that his opponent's picking, and then just Так, ну что ж. but does the EX morph, so you have the damage buff. It's a really Кто уже peculiar играл? strategy, Хавьер, but it works. Акстар, It does Канимани, work. Tekken Master. But I don't think we'll see that here. I think we're very likely to see the Shao more than anything else. He does have a Liu Kang, he does have a Johnny Cage, but Я смотрю, с контроллерами особо никто не заморачивается, просто играет на DualSense и все. We've talked about Boki at length this weekend. He's such a crowd pleaser, party animal playstyle, but it fits him so good. I was saying this before. He's the scariest kind of chaotic player, where he understands. Ну что ж, напоминаю, что это уже лузера, соответственно, проигравший выбывает. Обычно видеогеймс.io начинает с Шао, но может, в принципе, взять на контрпик еще и Шансунга. Обычно он на контрпик его берет. Напоминаю, что видеогеймс.io один из немногих игроков, который участвовал на предыдущем, в том числе, турнире, на East Coast Throwdown и на ETC, точнее ECT, и на ECT он, собственно, занял, по-моему, 7-е место. Джонни Кейджи все тоже отлетели. Там и Кинг Гэмблер отлетел, и Джош TQ отлетел. Повторяю, достаточно много Тань было вчера, но тоже все они отлетели, никто не дошел. В первую очередь не дошел Асадимасы. I think in tournament, all's fair, right? It's like you're here to play, you're here to win. Pro competition points on the line, prize money as well to be earned. Ну что ж, Омнимена на турнире брать нельзя. Это правило НРС, поскольку Омнимен вышел относительно недавно. Омнимена и Тремора брать нельзя. I do not know what to make of the specific matchup, though, of like player to player, because I feel like VGY is solid as a rock, but Boki is so good at throwing you off your game, even if you are like super, ну что ж, like cool and VGY против Боки. We can't see the character select yet on stream, but it actually looks like he is going to play Johnny Cage. I think so, yeah. Okay. Да неужели на Джонни Кейджа сейчас променяет? Нет? If this is in fact Что-то как-то это странно. Но я думаю, что нет. Нет, просто пока что батон-чек. У них там... Нет. Я изначально подумал, что там blind pick у них, но нет. Пока что все там настраивают они, все нормально. Турик оборачивается, да никто ничего не появится, господи. Вы так говорите, как будто глобально, там, типа, на выбор персонажей у кучи людей влияет какой-то там, ну, какой-то турнир. Ну, камон. Вы что, серьезно, что ли? Так. But still loses round one. I don't know what to make of this, because VGY, like I said before, he's really solid. You know, he's so good at playing the way he is comfortable with, and that is ожидаем. Pretty, you know, вот и сеточка, кстати, подъехала. Пока все идет достаточно ровно. Напоминаю, единственный представитель Соединенных Штатов, добравшийся до топ-8, это ГИР. Ни Кинг Гэмблер, ни Туизи до топ-8 не дошли, хотя у них были все шансы. Да. Соник на Рейне выиграл East Coast Throwdown, а что-то больше рейнов не стало вообще. Что-то их как было там с Гулькин нос, так и осталось с Гулькин нос. Где все эти рейны там, не знаю.
Куда все подевались? Сайрекса нерфанули, ну и чё? Рейна-то не тронули, на самом деле. Ну, у Рейна классный тикс-ролл. Ой, тикс-ролл, говорю. Карас-ролл. То есть кара-бросок у Рейна все такой же, его не тронули. Он все такой же имбовый. Поэтому так вот так. Из лузеров нельзя выбраться. Если ты попал в лузера, то ты до конца идешь по лузерам. То есть ты можешь дойти до гранд-финала, но ты только по лузерам. То есть, что значит из лузеров не выбрался? Так он и не выберется из лузеров. Из лузеров выбраться нельзя. Если ты туда попал, то ты туда попал. Все, ты идешь только по лузерам. Обратно в Венера ты не сможешь выбраться. Так, ну чё? Ожидаем. Gur versus a Foxy Grandpa. So these next two matches are going to be superb. That is, I would say, one of these round one matches. The one I'm definitely the most looking forward to seeing. Чё, какие прогнозы? The Foxy Gur match, because Торжество Mortal Kombat, вот весь прогноз. Much like Tekken Master, I feel we usually describe them in a similar way. Just long-time players, super successful. But Gur as well, you know, one of those players that you just can never count out. Что ж, ожидаем какой-то... ну, наверное, они вот как раз сейчас и занимаются тем, что опускают лайфбар вниз, чтобы нормально было, можно было смотреть. Гранд-финал, они тоже по лузерам идут. То есть те, кто опускается в лузера, они... человек может дойти до гранд-финала, но от этого он в венерах не будет. То есть он и в гранд-финале будет в лузерах. То есть, так сказать, он все равно в венера не... Ну, как ни крути, он в венера не попадает. Да, не говори, вот такая вот задача, пацаны. Как говорится, на $1 миллион. Как опустить лайфбар? Если в игре это не делается. Что поделаешь? Что-то вот такое вот непонятное. Неужели тут такая сложность, да? This character ain't that great without that cameo. And my first thought is, okay, great. Tell me what game mode in Mortal Kombat 1 allows you to not play with the cameo then. Otherwise, it's always there. You have to play with a second about MKX without bringing up variations. Yeah. Ну, ожидаем, пока они решают эту сложную, сверхсложную инженерную задачу, наверное. Вот. Может быть, действительно какая-то там проблема возникла. Кстати, пока можно Твиттер чекнуть, может быть, что-нибудь там интересное, кто-нибудь что-нибудь пишет. По файтингам. Сейчас они пока что еще батон-чек проведут. О, все, хелсбар опустили. Ура, пацаны! Радуемся, хелсбар опустили только что там. Те, что в горчице сказали об этом. Все, больше его не поднимайте. Вот опустили один раз, все, больше его не поднимайте, пожалуйста. Это. Триумф человеческого гения, пацаны, да? Чувствуете, какая неподъемная была задача и как они ее мастерски решили? Потребовалось-то всего каких-то 20 минут и целый бой угробить. Ну что ж, с генерала Шао начинает видеогейм, ну, собственно, как и всегда. И неужели Дариус? Сейчас посмотрим. Пока что чекает батоны, кнопочки. Проверка идет. Все, готовы? We are ready. Yo, Boki with the pink pad, that looks cool. Or is that more of a magenta? What do you call that? I think it's more of a magenta. Да, смотрите-ка, Дариус. Интересно. Итак, погнали, друзья. Наконец-таки
Матч за выход в четвертьфинал. Окей. И вот она сразу же врывается своим армором Боки. Хорошо. Угол. И бросает. Ой-ой-ой. Что-то как-то плохо начинает видеогеймс. Ой-ой-ой. Армором поднимается. Хорош. Есть конферм. Так. Попытался набейтить. Ай-яй-яй. Просто мимо пролетел. Шао. Так. И снова этот волшебный армор от Кун Лао. Так. Но теперь этого, но теперь Гора у него нету. Перебивает Дариуса. Так. Так, D1 есть, бросок. Окей. Все, Гора накопился, теперь можно снова этот армор пихнуть. Аверхед. Мид, аверхед, да. Это миксапчик. То есть мид лоу, либо мид аверхед. Вив Паниш, отлично, видеогеймс, хорош. Так, так. Попробуй так просто подойти. Ага. Ой-ой-ой. Так, засейвился при помощи Гора. Аверхед поблочил видеогеймс. Найс. Дэшнулся вперед. Вау! Как залетело. Видите, лоу пихнул, но вифнул Боки. За это пришлось ему отдать весь метр на брейкер. Так. Бара нету у Боки, поэтому он не может сделать армор на свой мув. Но пока он так миксапит через свою B3, через свой мид. Ага, перебил и конферм. Да, есть конферм через Дариуса от видеогеймса. Найс. Ага, все, смерть. Окей. Ну вот, раунд забирает видеогеймс. Здесь, конечно, очень важно наличие ресурсов для Боки. Вау! Кросс-джамп панчем залетел сейчас видеогеймс. Сторону меняет. Подождал этого микса. Аверхед. Еще аверхед. И смотрите, в дырку залезает видеогеймс при помощи армора. Еще аверхед. Господи, столько аверхедов пихает. Лоу залетает. Мид лоу залетает. Конферм через Гора. Просто лоу. Казалось бы, да, такие банальные, простые, ну, типа миксапы, но тем не менее они же работают. Арморчик, сейф, плюс аверхед. Еще один аверхед от Боки. Все, смерть. Не успел брейкер сделать сейчас видеогеймс. И это 1-0. Вот казалось бы, через какие-то поки играет Боки. Но ведь эффективно. Так. Армор. Поехали. Та-та-та-та-та-та. И ты в углу. Окей. Так. Арморчик. Плюс. Ой-ой-ой, B4 зашло. Аверхед пропускает. Боки. И жмет его в углу видеогеймс. Апперкот. Нет, не зашел. Вив Паниш. Аверхед делает Боки. И видеогеймс при помощи Футсиса за Вив Панишел. Ай-яй-яй, дропает комбу, к сожалению. Видеогеймс. Армором нет, не поднимается. Не стал. Так. Лайфлит. Ой, нету паниша? А? Ну ладно, дожимает все равно видеогеймс, но как-то так прям не наказал. Привет. О, боже ты мой, Боки пропускает. Есть конферм от видеогеймса. Ага. Плюс. И миксапчик. Еще один миксап, но тем не менее армором врывается видеогеймс. Ага.
Оверхед. Видите, видеогеймс рассчитывает на дистанцию, что вифнет Боки и, соответственно, он накажет. Армор! Ага, ага. Так. И оверхед, да. Оверхед заходит. Быстрый достаточно оверхед, очень сложно реактить на него. Оверхед еще раз заходит. Найс, найс. Все, убивай. 1-1. Отлично. Дожимает видеогеймс. Рискнул, на самом деле, Боки, и, если честно, этот риск не был оправдан. Потому что у него был все-таки Гора на тот момент. Он мог бы рискнуть не этим. And it's a game of momentum. As is Mortal Kombat 1, this game is all about whoever has the momentum. The nature of assist-based fighting. It is such a snowball game, especially with these kind of Так, more погнали. Третий бой. Lao Goro especially. But I think the main thing though is that life difference. Like we start the match and VGY's got the life lead. Yeah, even without having Darius gives you more HP. Так. So that alone is useful. Now Goro does get clipped here. He's going to be on cooldown. Видите, через этот B3 mid low паниш. Можно закомбить у Кунлао через Гора. Что и делал Боки. Аверхед, господи. Ну посмотрите, он рейнджовый, быстрый. Ой-ой-ой, тридцатник снимает Боки. Рвет бросок. Так. В контрхит врывается видеогеймс. Ага. Так. Все, заблочил. D4. Лоу. Так. Ага, блин. Не было, видите, Гора. Не успел накопиться у Боки. Чуть-чуть ХП остается у видеогеймса. И оверхед заходит от Боки. И на всякий случай он еще и Гора спалил, для того, чтобы засейвить, в случае чего. Так. Есть випаниш. Так. В угол кидает видеогеймс. Ага. Куда полез Горо? Так. B4. Аверкает поблочил. И сразу же армор всаживает Боки. Так. Бросок. Nice. I will say this is pretty much looking all Boki right now. Not the most explosive round, but Boki in full control. На футсис нажимает видеогеймс. Так. Оп. Аверхед? Нет. Поблочил видеогеймс. Рискует периодически Боки. Ой-ой-ой, запорол камбу видеогеймс. Как так? Еще армор. Так, мидлоу. Есть вифпаниш через дефтик. Это смерть. Это смерть. Найс. Фотоблоу сжигает видеогеймс. Раунд забирает. Мне кажется, ты немножко увлекся Боки этой атакой. Найс. Так. D4. Аверхед. Сбивает. И арморчик тут же летает от Боки. Ё-моё. Есть вифпаниш от видеогеймса. Боже мой, видеогеймс. Ну что за дропы? Ну что это за дропы, друзья? И да, поплатился видеогейм за свой дроп. Просто поплатился тем, что у него сняли 380 хп. Так. Лоу заходит стом. Все, заряжает он топор. Так. Просто прыг. И бросок назад. Найс! Господи, в контрхит влетает видеогеймс. И это шанс для него. Отличный дамачок. Так.
О, бросок не рвет видеогеймс. И бросок забирает. Забирает? Да, забирает этот бой. 2-1 в пользу видеогеймса. Он, видите, после первого хита сразу же остановился, потому что знал, что Боки сделает брейкер. Поэтому он сразу же бросил. Ага. Ой-ой-ой, лоу проходит от Боки, и есть конферм через Гора. Найс. Actually, is that? Yeah, that is a life lead. I was about to say, as a 200 damage combo from round start, has that actually evened it out? Boki barely has a life lead after hitting one combo, isn't Так. При помощи Поки пытается светить и наказывая. Есть наказание этого дайв-кика. Ага, ага. Хорошо. Так. Ну, врывается своим армором Боки. Дропает. Так. Поплыл немножко Боки, поплыл. Аверхед, твою ж мать, а какой быстрый. И Fatal Blow сжигает Боки. Так. Ну что, убьет? Или все-таки нет? Даже и близко не убил. Так, аверхед еще один. Ау, и еще один аверхед уже на мите. Господи. Столько аверхедов. Так. Аверхед пропускает. На этот раз Боки. Оп, оп. D1. Так, ставит топор. Армор, да, ждал этого гэпа, этого окна Боки, чтобы всадить свой армор. Да. За каждый гэп минус 300. Конферм, есть конферм от видеогеймса. И в углу оказывается Боки. Еще армор, да, делает. И лоу оверхед заходит от Боки. Еще лоу оверхед. Так. Ой. Хотел завифпанишить. Видеогеймс. Так. Doesn't want to overcommit to something into Darius though, because if Darius gets clipped here, you're going to take even more damage. But you really are playing with fire. Everywhere we're seeing these throws commit could have been armor on paper. You have to always worry for it. There it is again, Goro making армор. Бросок не рвет видеогеймс. 8 секунд. И еще один бросок. 5 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, пропускает видеогеймс. Что самое забавное, несмотря на то, что лайфлит имел как раз таки видеогеймс, и таймер работал на него, он, наоборот, вперед пошел почему-то. Но, тем не менее, 2-2, счет уже равный. И снова своим армором впечатал. О, дропает Боки, интересно. Лоу заходит. Ага. Так. Армором поднимается своим видеогеймс. Но ничего дальше не сделал. Ага. Стал как вкопанный смотрел. Аверхед. Окей. Ой-ой-ой, города не было. Господи, каждый раз этот армор вообще такой быстро влетает. Ужас. И в бросок забирает Боки. Это матчпоинт для него. Да, что-то как-то все плохо смотрится для видеогеймса. Так. Так, D4. Еще мидлоу. Так. Гора накопился сейчас у Боки. Но метра у него нету, поэтому армор он не сможет сделать пока что. Аверхед! И вы посмотрите, на мите попытался Аверхед сделать Боки, однако видеогеймс перележал.
Так. Вау, как дайвкик сбивает видеогеймс, красава. Дариус, прессинг. Так. Оверхед. Все, теперь и метр есть. Ага, потратил метр сейчас сразу же Боки и сразу же потратил Гора. Одно попадание. Так, это территория Fatal Blow. Так. 15 секунд остается. Оу! Как достал видеогейм с этой покой и сразу же confirm Fatal Blow. Вау! Это было довольно-таки забавно, но тем не менее, это матчпоинт для обоих игроков. Один раунд остался, последний раунд. Это лузера, проигрывать здесь уже нельзя. Аверхед, господи! Залетает от Боки. Снимает он 277 хп, d4. Оп. Армор. 6. Но брейкер отдает. Тем не менее, видеогеймс. Паниш! Ошибается видеогеймс! Ой, как ошибается! И он в углу. Ой-ой-ой-ой-ой. 400 снимает Боки. Блин. Проблемы. У видеогеймса проблемы. Ой-ой-ой. Все, последний пиксель. Последний пиксель. Ну тут, конечно. Да. Да, друзья, ничего себе, вот это да. Ну и результат. Боки выигрывает этот бой. И таким образом выходит в четвертьфинал лузеров. Ну а видеогеймс... На East Coast Throwdown он был 7-м, и здесь он тоже остается 7-м. There's normally a gap in between the first hit and the second, you know, so that the mix-up point there's normally a gap for armor. But he on Meaty, he was so good at making да, it вот so это бой just мы увидели. would hit by itself. So there was no option to find that armor like as a traditional block Ну string. как же прям напрягает своего оппонента Боки. Then obviously he gets to block in time. That was a really just fantastic example of Boki showing why he is so successful in Mortal Kombat over the years, right? That Kung Lao loyalty. And now here, moving on in this loser's top 8, securing minimum 5th place. And VGY, of course, being eliminated at 7th. But I will say, VGY, каждый раз, смотрите, этот армор сумасшедший. И очень много на миксапы свои нажимал Боки. Но, надо сказать, это действительно работало. Put himself in a good spot to get a nice tidy amount of points to make his life a lot easier as we move through to the rest of the Pro Comp events through the year. There's one thing Boki was able to demonstrate there, it is just that composure and the ability to just constantly keep his cool and to remain. Ну что ж, друзья, таким образом мы ждем следующего матча. Это Фокси Грампа. Напоминаю, он играет на Китане. Встретится он против Гыра, игрока за Героса. Между прочим, ну, на прошлом турнире Фокси Грампа не участвовал, Гыр участвовал. И здесь Фокси Грампа вчера показал игру, которая, в общем-то, впечатлила в кавычках всех. Ну, в том плане, что типа он показывает самую скучную и неинтересную игру, потому что это тотальный зонинг и только зонинг, по сути. Так. Вот они, старые друзья, старые знакомые, старые враги. США против Великобритании. Фокси Грампа, он на своем пути убрал Макарана, убрал Сноу, убрал Кейтопа. Его самого убрал в лузера Хавьер. Что же касается его оппонента, Гыр убрал на своем пути H-Допа, Юлфоринга, Джоша TQ и, получается, его самого Гыра убрал в лузера Фейзал Комбат, который до топ-8 не добрался.
really has kind of found his footing in MK1 in the way of mainly Katana Kung Lao. He is a Фокси very вчера, drive player, very в willing to частности, spend the entire game, you know, at long range, против playing Макарана, far away, например, keep out показывал style. такую игру, But knows и when it's time против to go in. Кейтопа, Obviously, кстати, you know, can показывал get the такую игру, optimal что damage on все point. просто Katana is definitely not a такие, character that does low ёлы-палы, damage, ну что especially это, if you have the option to что hit это those за игра combos. такая, And we типа, definitely do be seeing that from Foxy он Grandpa. просто Now, Китаной matchup-wise, I think контролировал we will be зонинг seeing Geras тотально, versus Katana. вот, ну Now, просто one тотально. major Китана thing плюс that I Кунлау, am напоминаю, у looking него. for is I do wonder how Ger will deal with the Не подойти extreme к его heat wave, Китане, because а как Geras, I'll be только honest, his keep away in this game как-то is удавалось подойти, decent, он просто especially with, like, last cameo, издевательски if you have the low hat to work with, делал эту but it's нижнюю not all шляпу that. и It убегал certainly при wasn't. помощи своего, It's not what it once при was помощи in вот MK1, этого let's put it мува, that как way. по He's not воздуху, gonna spend the когда whole game Китана zoning улетает. you out. Also, if you are building a И все, strategy и он around, опять на you другом know, конце taking a lot карты. of risks because you know you're good at Вот такой managing впечатляющий, the но rewind. эффективный геймплей. You Что can- же how do you касается rewind Гыра, projectiles? его You know what игра I на mean? Геросе Ger is очень used многим to понравилась getting вчера, opened up by потому что significant, это like, было confirms from действительно combos and strings, and then было finding the right несколько point to матчей, juggle to которые rewind. очень How близки do you do были. that if you're Самый близкий spending бой the его whole против game being kept down H-Допа. with H-Доп, projectiles, напоминаю, играл low на hats and fans and all танке. sorts? That's the Вот, thing. How и do you rewind там the way просто Foxy H-Доп plays, the way he's разрывал able to obtain his Гыра damage 2-0, before you буквально close the distance уничтожал, is но not каким-то time невероятным rewinding. чудом вообще So Гыр we will сделал see how реверс far this и one goes сделал here. Both счет players will be 3-2. rocking Это, the я не знаю, ну, Kung Lao событие, cameo for конечно, было Geras and жесточайшее. Katana. It is their best Очень, pairing очень был in тяжелый бой competitive. для Гыра, Katana has из different которого он cameos you все-таки can pair вышел for different победителем. styles, but for the way Foxy plays, low hat makes the zoning some of the best in the game. And Geras low hat Знаете, что allows самое him to смешное? establish a В range Injustice control. 2 It Гыр helps играл with за his keep Атома. away, but it also helps with И его combos, многие, ну, как бы, pressure, ненавидели за это, ultimately потому Ger что это setting был up просто peak power супер classes. скучнейший Now, геймплей. we definitely are getting to a point, though. I know it's only been a Активируем few months трейд for MK1, и, but as it соответственно, currently stands, фигачим especially супер since the миксап patch, we Атома. are И getting все. to a Все, point что that он it is делал, это стоял на sort of другом конце calming экрана, down in делал terms of свою we know химию what для того, cameos to чтобы expect from certain отзониться. characters, you know what I mean? Отзонивался, When you пока look у at the него top of the копился cameos трейд. right now, you're Трейд looking at the Kung Laos, the копился, Striker, он его активировал, Goro, делал the супер characters that миксап. he makes work. И, соответственно, после So этого we're опять not being стоял too на thrown другом off by конце cameo экрана waves и in отзонивался при weekend. помощи Everyone will see этой that the своей notable химии. exceptions probably И VGY так with the каждый Darius. раз, и каждый Darius раз, in general раунд just за doesn't раундом. cameo И we многие see за much этот at all, стиль to be honest. Just его watching просто you react. ненавидели. When that sub Darius Но LOL. Гыр No прославился вот comment. такой игрой. The experimentation. But this is definitely going to be a Kung Lao cameo mirror, because they're two characters that really, I mean, they need it to do the game plan that they're enforcing. You know, Geras with the Lao allows them to set up those clocks so he can get them stocked and obviously get the utility of the snap or the rewind. And then, I mean, obviously helps for combos and keeping those long-range buttons safe or plus. And Katana, it is all about Ну что that ж, neutral. Китана She's Кун Лао, using low hand Герас Кун to Лао. just play a long-range game, build meter, make her mobility safer if she's trying to do square waves. Ну что, Not погнали, really the погнали. damage at all. It is complete neutral control. And you know what? I love. We Какой didn't будет quite see it on придерживаться camera because the way the тактики camera was Фокси panning. Грампа, Ger это понятно. started with held low hand Здесь into attempting Гыр, to для Гыра get the rewind ready. сложность будет Foxy подойти. started with a round start EX rotating fan and it punished it Так. immediately. That is Foxy watching Держит Ger пока over the дистанцию weekend Фокси and Грампа. knowing what to Отличный look for. But аверкэт. that right there is an element Напоминаю, of что matchup that F4 Ger is so good у at this weekend. So many Kung Lao cameo F4 players, у that overhead Гераса, goes он right как бы over так it at the right над rate. землей подлетает, и so поэтому, phenomenal если at just calling out как when бы you're gonna go затаймить, low hat, то overhead промахнется right over шляпа it. The нижняя. zoning is something that Ger's gonna have to be a little bit worried about. Отзонивается Even with the пока Kung Lao Фокси, cameo, и Geras надо is one of the признать, characters that just достаточно naturally успешно has все less ставит. health. So that's Ставит one less fan you эту can take in штуку. a match. Так, That doesn't sound like much, оп, but it adds up. улетаем, и мы на другом конце экрана. The trade of the low hat. Один пиксель There is still a остается у possibility Гыра. for Ger to bring this one back. Will it take this О, one и significant приземлился hit for the прямо overhead на trade? лоу You шляпу actually see what it did there. Кун Foxy Лао. held it, so the overhead would be punished on hit. That was actually really smart. Brick wall. Да, That's it. разнообразный топ-8, согласен. По персонажам очень разнообразный. But you're already seeing the difficulty. Так, Ger has been spending so так, many matches закидывает, this weekend. закидывает веерами. Оп, найс, красава, Гыр, красава. This is Успел something that зарядить Ger will часы have to и use. I think we're gonna использовать see их. less of the Брейкер rewind отдает. after the Тем не менее, hourglasses Фокси Грампа and more of just больше the не столько snap для того, freeze чтобы to типа punish a potential ХП projectile. сохранить, It's сколько gonna для того, slightly чтобы slow down that дистанцию defensive game сохранить. from Foxy. One projectile too Нет. many. Max range overhead, Напоминаю, very hard to F4, punish. Some characters can't even do он it. But that's one thing, панишится, though, но about на Ger, right? максимальной Ger РНЖ, has будучи been very сделаны, used to just тяжело going его for поймать.
have full screen
Найс. Найс. Дамаг. Ое, 400 сносит большой черный парень. Убегаем. И есть вип-паниш, но у нас есть часы. Ой-ой-ой, есть конферм этого илоу шляпы от Фокси Грампа. И оверхед заходит. Такой, ну, типа, забавный по анимации. Оп. Хорошо, останавливает время. Гр. Брейкер отдает Фокси Грампа. Есть паниш на этот раз, но был готов к этому Гр. Окей. Комбо-брейкер за 1 бар метра. Вот так вот. Ну, надо зарядить его, конечно, но тем не менее. По факту. Так. Наказывай. Есть наказание, но есть и брейкер. Ага. Хорошо, брейкает. Так. Так. Ну, уже смотрите, и Фокси Грампа, понимая, что зонинг здесь не будет работать, потому что Герат может щелкнуть пальцами, да и остановить Китану. Есть вип-паниш через Б4. Далеко очень достает, кстати, у Гераса. Так, заряжает. Ага. Ах, почти завивпанишил, почти. Вот она, Б4. Прессинг. Прессинг от Гераса. Рвет он бросок. Так. О, бросок. Ой-ой-ой-ой, есть вип-паниш, но брейкает Гер. 10 секунд остается. Ой-ой-ой. И это шанс для Фокси Грампа. Фаталбол он сжигает. Так. Ну что, он, наверное, заберет здесь свой флит сейчас. 8 секунд остается до конца таймера. Оп, тихо. 5 секунд. 5 секунд. А? Блин, 2 секунды, одна. У Гыра преимущество по ХП было. Фокси нажал на этот таймер, но у Гыра там буквально плюс пиксель был. Просто плюс пиксель. Лау. Ой, блин, это так забавно было. Привет, Евген. Блин. Один пиксель зарешал. Ну что ж, 1-0 в пользу Гыра. Оп, с Б4 начинает Фокси Грампа. Так. Ой, паниш. Да, на тиксроу понадеялся сейчас Гыр. Так. Оп, камбулинка на фуллскрине. Так. Oh, now I don't think that counts as the spend unless the snap has gone off, so I think Gurr might still have it. I believe so. I think he does still have it. Так. Ой, поймал все-таки Фокси. Убегает из угла. И поехали снова. Закидывает веерами. Так, так. Ой-ой-ой-ой, пропускает Гурр. Мало хп. Есть Б4. Ну и, собственно, тут 1 пиксель остается у Гурра. Да. Дожимает Фокси Грампа. Ну, такой эффективный геймплей просто. Оп. Замораживаем время. Ага. Мити. И командный бросок. Так. Б4, посмотрите, очень далеко достает у Герса. Вау, хорошо. Блин, не законфермил. Но брейкает. Все-таки Гр. Так. Найс. 336 снимает Фокси Грампа. И бросок. Не в ту сторону рвет Гр. Да, угол никогда, не такая прям большая проблема для Фокси, с учетом того, что у него есть мув, который позволяет ему так убегать. Ага. Так. Оп. Нет конферма. Ой-ой-ой-ой-ой, залетает вверх. И снова бегает, буквально бегает за Фокси Гыр. Оп, найс. Хорошо, конферм. Ой-ой-ой, брейкает, да, Фокси Грампа.
Ох, и доконфермил лоу шляпу. 1-1. One finger snap and that fatal blow was getting spent. You know it was. Yeah. I was saying before, Gur needed something big to make it back into that round, and dare I say, very, very nearly found it. But Foxy once again used that breaker. Good meter management, saving it for a rainy day. Отзонивается Фокси Грампа. Exactly how I expected. Every round is going to take a long time because of just the two characters you see. Снова закидывает веерами. И держит дистанцию. Ну, собственно, ничего нового не делает, естественно. Зачем? О, хорошо. Так. У Гыра вообще очень много терпения, если уж на то пошло. По предыдущим, по вчерашнему дню мы видели, что он крайне терпеливый человек, игрок. Так. 4 заходит. Так, так, чипует. Фокси Грампа. Смотрите-ка. Читает Фокси Грампа, что в какой момент будет останавливать время Гыр, поэтому вовремя, видите, блочит. Один пиксель остается. Есть флawless-блок, чтобы чипа не наносил. Ах, не достал на паниш. И D1. Накал страстей. Ну, в кавычках накал и в кавычках страстей, да? Так. Закидывает снова прожектайлами. Ага. Тоже обратите внимание, Фокси Грампа. Фокси Грампа, обратите внимание, тоже отслеживает заряд часов от Гыра. Так. Лоу заходит. Нет, рвет бросок Гыр. Ой-ой-ой-ой-ой, брейкать надо, да. Так. Закидывает проджектайлами. Снова заряжает часы сейчас. Гыр. Вив-паниш. Опаздывает Фокси. Пока приземлился, пока сделал. Найс. Так. Так. И теперь поехали. Богоюзерство в деле. Оп, 436 снимает Гыр. И да, залетает сам в угол неудачно сейчас Фокси Грампа. И за это получает наказание, конечно. Так. Найс, отлично. Сбивает Фокси. Ой, Фокси Гыр. И, соответственно, Фокси тратит свой брейкер. Так. That happened twice in this match. All right, Gur. Establishing again. Буквально как будто, знаете, ощущение такое складывается в какой-то момент, что Фокси прям на таймер нацелен. По таймеру выигрывать бои. Так. Ой-ой-ой, и ну, почти скомбил, кстати, эту лоу шляпу Фокси Грампа. Просто жесть. Ага. Так, вовремя стреляет Фокси. Лейфлит отыгрывает. Оп. Так, так. Найс, 240 снимает. Есть вив-паниш через веер. Так, так. Есть вив-паниш. Но брейкает. 10 секунд остается. 9. 7 секунд. Командник. Тихо. 4 секунды. И еще один командник. Все, это смерть, конечно. Ну что ж, по таймеру выигрывает Фокси Грампа. 2-1. Да. Не баг, а фича. Да. Я это часто слышу в Mortal Kombat 1. Почти каждый раз, если честно. Это уже, знаете, такое превратилось в такой мем, типа. Когда что-то несуразное видишь, ты типа говоришь. Не баг, а фича. Задумался, смотрите, Гыр.
But the problem is, if you use that and you leave yourself like, I mean, how much damage are you going to get for that instance? And Задумался. also, Причем, знаете, в чем как бы самая такая большая ирония в этой ситуации? Что Китану до вот этого патча, Китана, она, ну, не была таким прям суперзонером. Это именно вот этот последний патч, что что-то ей там бафнул. Так, поехали. Хороший блок. Оп, часы успел зарядить? Успел вроде. Так, так. B4. Хороший антиэт через однерочку от Гыра. Окей. Оу, ничего себе, как влезает здорово Фокси Грампа. Ей какой-то, блин, вот я точно не помню, если честно. Ей какой-то cancel сделали, который позволяет ей что-то, ну, эффективнее обзонивать, что ли, или что-то такое. Ах, почти. Ой, как вифает Гэр. И за это Фокси Грампа его наказывает. Да, и есть камбулинка, 444. Так, бросок. Ой, боже ты мой. Приземляется на пилу. Тихо, тихо. Ха! И сам Фокси Грампа приземлился в итоге на пилу, не рассчитал высоту и законфермил Гэр. Так. Так. Отзонивается. Оп. Ага. Хорошо использует часы, чтобы убегать. Оп, брейк. Окей, F4 залетает, оверхед еще один от Гыра. И еще F4. Как выбивает здорово Фокси, ничего себе. Так. Оп. Найс. Воу, ничего себе, Фокси просто напрыгнул без ничего. И однерка на паниш ему влетает. Есть вик паниш. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, F4. Оверхед заходит, как он сейфово. Бросок. Так, чуть-чуть хп остается у обоих. Оу, шляпа прилетела все-таки от Кунлао, и это 2-2. Так. Ну что ж. Теперь пришла пора Фокси Грампа задуматься. Поехали. Решающий бой. Ух, ничего себе. Так. Так. Ах. Да. Не успел зарядить часы. И лоу заходит. Но брейк делает Гэр. И меняет сторону, ко всему прочему, что очень удачно. D1, да, да. Так, так. И снова ставит часы. Оп, командник. Нет, не зашел, не зашел. Так. Так. Пропускает лоу прожектайл Гэр. Ой-ой-ой-ой-ой, веер пропускает, и дальше уже нижняя шляпа закомбила. Матчпоинт для Фокси Грампа. Так. Так. Вау, как набейтил. Здорово, Фокси. Но, тем не менее, брейкает Гыр. Так. Есть конферм, но брейк использует. Так.
Да, отбэкдэшил и запанишил. А сейчас брейка-то нету у Гэра, поэтому вынужден он есть всю комбу. Так. О, боже мой, но успел зарядить часы. Так. Ой, плохо дело, Гэр. Очень серьезная ситуация для него. Отзонивается Фокси Грампа. О, господи. О, господи. Так. Чипует Фокси. И все, это смерть. Бросок забирает Фокси Грампа. И это 3-2. Просто жесть, пацаны. Вот такой геймплей, да? Таким образом, Гэр, последний американский плеер, выбывает из турнира, занимает 7-е место. Ну а Фокси Грампа держался он сколько мог, а Фокси Грампа выходит в итоге в четвертьфинал по лузерам. Жесть какая. Этот бой прям так долго продолжался, вообще жесть. Я не знаю, но он просто очень долго шел. Ну, ничего удивительного, конечно, там куча раундов почти до конца таймера прошли. Да. И такое бывает. И такое бывает. Sometimes it's like first time on, you know, just a long haul flight in general. So of course, nice to see you make the trip out, and of course, not bad at all. Especially getting that top 8, getting those leaderboard points, I should say. He's definitely going to be happy with securing something for the time here, even though I'm sure he would have liked to have gone further. Everyone always would prefer to get further in the tournament. It's just the nature of competition, I suppose, but Gurr just continuing to be this clear fan favorite, and doesn't surprise me. Playing a specialist character. Ну здесь очень много как бы моментов было, раундов там до конца прям таймера. Ну, или практически до конца таймера. Вот этот момент, конечно, когда Гыр победил, это было забавно. Even in top 8 we had 100% GY, we had Javier, Foxy. На Китане еще, да, играл другой человек на турнире. По-моему, если я не ошибаюсь, на Китане играл Фальк, кажется, но он там 17 место занял. Так, а мы ждем следующего боя. Это Канимани против Бокки. Напоминаю, что Канимани — это игрок на Рейдене. Бокки, соответственно, на Кунлао. Матч за выход в топ-4 по лузерам. Ну, пока смотрим повтор. Видите, что еще, как бы, здесь прикол в том еще, что Фокси Грампа, он, ну, как бы, да, зонит по-жесткому, но он зонит еще и по-умному. И поэтому, когда надо, он, как бы, со средней дистанции начинает сближаться. И причем очень и очень успешно сближаться и, как бы, подлавливать. Когда оппонент привыкает просто тупо к зонингу, к тупому зонингу, казалось бы, на первый взгляд, тупому, да, то как бы он начинает уже и, на сближение идти, на комбы. Это тоже, ну, как бы, тяжело перестраиваться. Ну что ж, я так думаю, что небольшой перерыв после такого адового матча нас ждет. Мы возвращаемся. Давайте, друзья, возвращаемся. Напоминаю, что мы смотрим с вами Ultimate Fighting Arena, который проходит во Франции. Топ-8 по Mortal Kombat 1, который здесь в рамках Pro Competition. И у нас впереди первый четвертьфинал лузеров Канимани против Бокки. Канимани, игрок на Рейдене против Бокки за Кунлао. Рейден плюс Кано против Кунлао плюс Гора. Players here. It's their first tournament. It's their first time traveling. Their first time attending a major. Their first time playing on stage, playing on stream in person, whatever.
Boki is not one of those first timers. But one thing I will say is Kanamani, as he is so successful in the online space, a very, once again, by the book player. You know, he kind of like understands the game and what he should be doing. Это матч за выход в топ-4 по лузерам. Kanamani looked kind of uncomfortable in that first set against Tekken Master, and Boki could not be calmer. You know what I mean? Like, he is absolutely calm, collected, unfazed by the stage, the lights, and all the Боки, который, как мы видели, в предыдущем бою убрал видео Геймса, причем в очень близком матче. Ну, тут, конечно, теперь у него в противниках Рейден. Непростой матч будет, конечно, но посмотрим. They're super talented, but they're new to this stuff. You got to have people around you to just constantly reassure you to say, mate, don't sweat it. You know, just keep yourself calm. Don't get uncomfortable by this stuff. You can get really overwhelming, but don't let anything take you away from the game. I'll be honest, no, we even saw that in pool play from just a little bit of reassurance goes a long way when you're new to this stuff. But I guess sometimes you can go the opposite way, where we saw there was a bit of a confusion in the first match, where there was, you know, one too many coaches. Итак, друзья, первый четвертьфинал лузеров. Напоминаю, что по винерам в топ-4 уже вышли Хавьер и Tekken Master, и по лузерам сейчас мы узнаем, кто выйдет. Канимани против Боки и Акстар против Фокси Грампа. Kanamani, it looks like going back to the Johnny Cage, which we've seen from Kanamani the last handful of matches, it's mainly the Raiden. But he was playing Johnny as the main up until that kind of like kickdown off-stream match. So now it looks like maybe going back to the Johnny Cage, which to be honest, Джонни Кейдж на этот раз от Канимани. Если честно, как-то это сомнительно. Хотя, в принципе, за Джонни Кейджа он тоже играет. О, что это такое? Трофей? Трофей победителя. Preference, I suppose, because we definitely saw a lot of Johnny Cage in the pool play, like a lot of Johnny Cage, as is to be expected. You know, we are in an era of the community where a lot of players. Ну да, похоже, Джонни Кейдж начинает. Ну что? Рейдена нет, но есть Джонни Кейдж. Поехали. Ой, сразу слоу шляпы начинает. И опять, они плашки опять, это не плашки, а ХП опять вниз не опустили. Ну да ладно. Ой-ой-ой, поднимается. А, но они решили вот так сделать. Ну, ладно, хотя бы так. Так. Empty-джамп, D1 от Канимани. Так, шляпа. На паниш. Ой-ой-ой, Перри, вы посмотрите, ждал до последнего. Ага. Ну что, замиксит? Да, замиксил. Все, это смерть. Если ничего не дропнет, ничего не дропнул Боки и убивает. Первый раунд за ним. Не знаю, Канимани, я не знаю, сколько ему лет. Окей. В основном Канимани здесь прославлен, в кавычках, как онлайн-ворриор все-таки. По Mortal Kombat, ну вот это вот и оффлайн опыт. Армор, да, конечно же, Боки армором врывается, но тем не менее, брейкер отдает Канимани. Есть вифпаниш, ага. Увлекся своими поками Боки. Так. Да, живет в Германии, но флаг турецкий. Ну, видимо, он выходец из Турции. Корни турецкие. Так. Но здесь то же самое мы и с Лоу Коридором видели. Ой-ой-ой. И фаталблоу делает, однако брейкает Боки. Так. Хорошо, все, это смерть. Тен-тен-тен. И поднимаем свой хайп-метр до максимума. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так. D1. Все, в углу зажимает своего оппонента Канимани. Все, перетерпел. И миксапчик угадал.
Хайп-метр заряжен у Канимани, что может быть очень опасно, но лоу он пропускает. 300. Ага. А блок? Так. Бросок не в ту сторону рвет Боки. Найс! На армором врывается! Блин! А почему же Гора... А почему же Гора нету? Жесть. 1-0. Хайп-метр дает дополнительные коннект. Дополнительные коннекты мувов. То есть, грубо говоря, ты можешь трижды сделать подряд Shadow Kicks, комбить, или трижды по яйцам там ударить. Так. Найс. Армором подъезжает. Канимани. Оп, Перри! Найс. Вот из-за чего он взял Джонни Кейджа. Ради Перри. Так, армора. Угу, врывается Боки. Угол. Хороший дамаг. Ничего себе. Свип плюс Гора и минус 300 еще. Так, вейкап при помощи надпанча. Но, тем не менее, дальше уже замиксил просто Боки. Вот Боки, казалось бы, такие банальные, ну, типа, банальная техника. Просто банально миксить. Но, тем не менее, она работает. Так, армором поднимается. Так. Оп, конферм. Есть конферм. Ага. Чуть-чуть запорол в конце Канимани. Но, тем не менее, лоу пропускает Боки. Да, арморчик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И аверхед на мите. Но Гора нету, чтобы скомбить. Телепорт. Паниш. Ну что это такое? Да. Надпанч по блоку. И был готов к этому Боки. 1-1. Да. Идет с 4, а не с 3, потому что они опоздали на час. Так. Это не полуфинал лузеров, это четвертьфинал лузеров. Так. Нейтрал джамп. Найс. Найс. Хороший конферм. 360. Снимает, но снова армором врывается Боки. Каждый раз. А блок сделал, но тем не менее, просто с эмпти-джампом напрыгнул Боки. Угу. Перри использовал против броска и забирает раунд Канимани. Найс. Найс. Отлично. Так. О, хороший вивпаниш. Посмотрите от Канимани. Так, D1. Ага, бросочек. Окей. Так. Угу, Перри. Он, видите, Канимани бейтит на вот этот арморный мув Боки при помощи Перри. Так. Угу. Аверхед перебивает при помощи D1. Канимани, найс. И бросок. Найс. Хороший паниш. Все, убивай. 2-1. Хотел засейвить дайвкик Боки при помощи Гора, но не тут-то было, нет. Задумался Боки. Сложно ему. Это видно. Так. Пытался убежать арморным телепортом, но нет. Так, есть конферм. Ага. Угол. 387 снимает. И тут же Мити влетает от Боки. Угу. И еще один Мити. Мид. Так. Вейкается над панчем, но все равно мало хп остается у Канимани. Одно попадание буквально. Аверхед. Оп. Перри.
Нет, ну, просто D1, D1. Окей. Так. Бросочек вперед. Вифнул. Хорошо, Гора убирает понимание. Ага. Так. Все, шляпу ставит, и хайп-метр накопил себе Канимани. Окей. Так. Активирует хайп-метр, поехали! Бам-бам-бам. И просто 3 раза, да. И еще шадоу-кик, и еще шадоу-кик. Просто и удар по яйцам, там 2 или 3 раза можно в случае необходимости сделать. Видите, как быстро хайп-метром он там забрал раунд. Это матчпоинт для Канимани между тем. Ага. Аверхед заходит, но брейкер отдает тут же Канимани. Оп! Есть дейв-кик на вив-паниш. Угу. Ну, опасно было. Оп, оп, оп. Бросок назад. Паниш. Да, дистанция слишком близкая была. И есть конферм от Канимани. Так. Ну что, Боки, последний шанс. Аверхед сбивает Боки. Так. Мид оверхед. Еще оверхед. Ай-яй-яй, мог убить уже Канимани. Но чуть-чуть хп остается у Боки. Ну, не знаю. Сложно будет камбэкнуться. Фаталблок, конечно, есть, но... Зацепиться на что надо умудриться. Ой-ой-ой, блин! Можно было... Нет. Аверхед. Лоу! Нет, заходит, блин, уже который раз. Аверхед! И армором! Армором встречает все-таки Канимани. И забирает он этот матч 3-1. Господи ты, боже мой. Причем несколько шансов Боки явно упустил. Он мог забрать этот раунд и мог забрать этот бой. Ну что ж, ну тут он не то чтобы не самый сильный Джонни, просто здесь не в этом суть, а в том, что он взял Джонни Кейджа на матчап вот этот вот. И таким образом, так, Боки покидает турнир с 5-м местом, а Канимани выходит в топ-4 по лузерам. As that fourth place match, Kanimani will await the winner of our next game in losers, which we will be getting ready very soon. А у нас впереди Акстар против Фокси Грампа. Это, соответственно, Рейка против Китаны. In our next match, which should be Reiko versus Kitana. But I want to give a huge shout out one final time to Boki for making it as far as he managed to. Let's go, Boki. He did it. A Kung Lao legend in Europe. Делайте ваши ставки. Really just when it comes to game plan. Ну что ж, Фокси Грампа, хорошо нам знакомый игрок, человек, который, в общем-то, ну, изначально прославился своей игрой на Кун Лао во времена Mortal Kombat X. Но вот пришел в итоге к тому, что он почему-то сильно полюбил зонеров, причем он играл и на Шансунге в Mortal Kombat 11, но там под конец жизни МК-11 он прям активно нажимал на Робокопе, и просто его турниры, где он участвовал, он просто зазонивал всех до смерти с Робокопом. И вот сейчас вышел Mortal Kombat 1, и он играет теперь на Китане, и делает еще более, ну, может быть, не такой уж жесткий зонинг, но все равно жесткий. Акстар, игрок на Рейко. Игрок на Рейко, но, в отличие от многих других Рейко-плееров, он использует вовсе не Дариуса в своей команде, а Страйкера. It is time to talk about our next match, which, as you were so correct in saying, going to be Axstar versus Foxy Grandpa. Посмотрим, сможет ли Фокси зазонить своего оппонента. Это тот еще вопрос. И готов ли Акстар к этому?
Because Reiko's striker is quite a strong longer range character in its own right, and typically Reiko, I think, can fight Kitana quite well. Страйкер, кстати, очень хороший. Камео, в том числе и для Рейка хороший. И, я бы даже сказал, очень подходящий. I'm having to think about how this matchup could go, because ultimately, Reiko has a lot more ranged options with the striker and higher damaging as well. Спокойно сидит, попивает свой редбульчик. Для рекламы мог бы попить и Mountain Dew, но, видимо, Mountain Dew не так шторит, чтобы его пить. Матч, напоминаю, за выход в топ-4 по лузерам, соответственно. Победитель выходит против Кани Мани. It's low hat with whatever follows it. It's the rest. It's low hat with the rotating fan covering the air. It's low hat with straight fan covering right in front. Is that the name of the move that falls down? Rotating fan. That's what I call it. Yeah, because I don't know the name of it. Поехали. It has an actual name, but Сейчас посмотрим, остановит ли своего оппонента Фокси Грэмпа. Остановит ли он своим зонингом. Потому что, как мы видели, Фокси Грэмпа, он умеет... Он, точнее, не то чтобы умеет, он зонит так, что аж как будто об стенку. Но, на самом деле, у Рейка тоже есть зонинг-инструмент. Эти сюрикены очень хороший зонинг-инструмент, зонинг-тул. Поэтому, видите, даже пока что не... Ну, так сказать, респектит этот зонинг даже Фокси Грэмпа. Так. Оп. Кун Лао убрал пока что Акстар. Ну вот снова появляется. Так. Видите, как от проджектайлов оппонента отыгрывает сейчас Фокси Грэмпа? Пока что неплохо. Ну и, конечно же, Фокси Грэмпа показывает очень прям осторожный геймплей. Так. Ой-ой-ой, напрыгнул с джампинг-киком Фокси Грэмпа. И есть конферм. Так. Ну, тяжко сейчас Акстару будет. 15 секунд остается, а лайфлит очень большой. Так. Оп, убегает. Убегает. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и от Рейка тоже уйду. Отбегался. Вот так вот Фокси Грэмпа. Туда-сюда, туда-сюда. Ай, блин. Туда-сюда, обратно. И тому и другому приятно. Так. Хороший флаус-блок. Убирает чип. Так. Да, турнир, который мы заслужили. А что ты хочешь? О. Так. Ой-ой-ой, фит пропускает Акстар. И это критично. Так, убегаем. Но нет, недостаточно далеко убежал. Однако брейкер был. У Фокси Грэмпа подстраховался. И он причем, видите, чипует шляпой плюс плюс веерами. Оу, хит пропускает. Ой-ой-ой-ой, хит пропускает. И угол. Так, убегает Фокси. О, господи. Да, пытается догнать Акстар. Но, видите, уже бросил ответный зонинг. Ой-ой-ой, поймает? Не-а, не-а. Он знал, пацаны. Видите, фаталблоу Рейка это тоже своеобразный миксап, то есть он может сделать захват обычной команды и захват воздушной команды. И, соответственно, это чистый миксап, когда он делает фаталблоу, ты должен либо прыгнуть, либо сидеть. И, соответственно, если ты прыгаешь и он делает воздушный захват, он тебя хватает. И если ты сидишь и он делает обычный захват, он тебя хватает. Но если ты сидишь, а он делает воздушный захват, то он промахнется. И наоборот.
Бэкдэшнуть? Нет, не получится. Так. Пока ХП позволяет, видите, Акстар пытается отзониваться. Ну и плюс ХП сейчас, точнее, лайфлит сейчас на стороне Рейка. Поэтому Акстару даже выгодно сейчас зониться. Вау, ничего себе, сантиерил, хорошо. Так. Метр, да, использует хороший флаус блок. Видите, по чуть-чуть ХП сравнивает. Ой-ой-ой. Фокси Грэмпа. Бросок. А, нет, рвет Рейка. Ага. Чё, Акстар? Так, так. Близко. Ой-ой-ой. Паниша. Тихо, тихо. Гранаты. Набейтить попытался Акстар. Так. 15 секунд остается. Чипует Фокси. Ой-ой-ой, вкид пропускает Акстар. Блин. Убегает. Тихо. 5 секунд. Ой-ой-ой, цепанул. Тихо, не-не-не. Да ну, неужели поймал? Ах, господи, он воздушный захват сделал, видите, он воздушный захват с фаталбоу сделал, а далеко была Китана. 6. О, господи, увлекся зонингом уже Акстар. И лишился 121 хп, минус. Да, и опять-таки, тяжело сейчас будет Акстару подходить. Так. Куда? Очень большой лайфлит. Брейкер сразу отдает Фокси Грэмпа. Ой-ой-ой, второй удар с Тектери зашел. Ну, попробуй тут выжить. Попробуй выжить, блин. О боже. Какой ужас. Оп. Да. Ну что, 2-0, ребят. Как-то все печально для Акстара. Он, знаете, как будто вот просто в стену впечатался и не может пройти через нее. Вот просто вот этот зонинг, как стена перед ним выросла. Жесть. Просто жесть. Верная стена, да. Почему камео-сабы не берут? Ну, потому что не поможет. Ну что, думает Акстар? Думает, смотрите, он очень глубоко задумался, что делать. Да. И Страйкер-то здесь особо сильно не помогает, видите? Но тем не менее оставляет свою команду Акстар. Так. Решил пока отзониваться. Оп! Хорошее решение от Акстара апперкотом. Ой-ой-ой, много зонинга пропускает и Фокси Грэмпа. Уже пол хп у него нету. Так. Ой-ой-ой, хит поймал. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бросок? Нет, гранаты летят. Ну а сейчас, да, полноценная комба от Фокси Грэмпа. Дропнутая, правда, ну ладно. Выровнял ХП. Когда по ХП выигрывает Фокси Грэмпа, видите, он даже и не думает сближаться. Но когда надо, он делает это. Так. Найс. Апперкот. Хорошее решение от Фокси. И, ой, нижнюю шляпу пропускает. Акстар пропускает, да. Матч. Point. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, ну что такое? Ну что такое, Акстар? Печально, печально, пока ситуация для него очень печальна. Так. Ну все, Фокси Грэмпа никуда не торопится. Комфортный лайфлит, в принципе.
Ой-ой-ой! Достает, достает. Фокси Грандпа джампом киком. Найс, вифпаниш, но брейкер был у Фокси Грандпа, так что для него все нормально. Так. Оп. Ой-ой-ой, еще и страйкера он убирает. Все, все. Пиксель остается, но тут не выжить. Нет, все. Просто жесть, ребят. Просто жесть. 3-0 в пользу Фокси Грандпа. И он выходит в топ-4 по лузерам. И отвратительная фаталити. Веер 1000 раз и один. Доля правды в этом есть. Не, ну а что ты хочешь? Ну, как бы сильный зонинг, сильный зонинг. Если есть сильный зонинг, то Фокси Грандпа не стесняется его использовать, понимаешь? Ну что, если такая игра, то как бы, блин, ну, если игра это позволяет, он это использует. Как на это можно жаловаться? Жестко, жестко. Понятно, что это не очень зрелищно, и не очень, как бы, это все красиво, и все такое. Турнир приобретает скучный такой оборот. Ну, такая, какая игра, как говорится. Ну что ж, зато у нас определился топ-4. Хавьер и Текен Мастер в винерах. В лузерах оказались Фокси Грандпа и Кани Мани. И у нас впереди следующий матч. Это Хавьер против Текен Мастера. Делайте пока ваши ставочки. They cannot deal with that much slower pace. They want to speed things up. Their opponent is just not letting them. And before you know it, it's over. You know, and of course, yeah, we have seen Axstar. I'm sure he's very capable of doing so. But you need to always. Ой, жесть. Но на самом деле у этого Гыр, ну, почти убрал Фокси Грандпа, почти. Я не знаю, у Гыра всегда, ну, матчи постоянно какие-то супер близкие. Вот, но просто качнутся в одну и в другую сторону. И в прошлый раз с H-допом у него там, он как-то проще каким-то чудом вытащил бой. А в этот раз он проиграл Фокси Грандпа, тоже буквально вот, совсем чуть-чуть не добил. Почему у Гыра всегда такие жесткие матчи, не понимаю, но такое тоже бывает. Когда Ситрион и Шанг зонили, это тоже напрягало. Всех все напрягало. Ну что ж, матч за выход в гранд-финал, в гарантированный топ-2. Хавьер, испанский игрок на Скорпионе против Текен Мастера. Бахрейн, игрок из Бахрейна за Бараку. Ну что ж, матч за выход в гранд-финал. Поехали? Нет, пока не поехали, пока не проверяет кнопочки, все нормально работает или не работает. Ну что ж, Текен Мастер, но на самом деле могу сказать, что Текен Мастер очень стабилен в течение всего турнира. В целом, ну, про Хавьера тоже можно то же самое сказать. Здесь скорее для Текен Мастера вопрос, сможет ли он подобрать ключи против Хавьера. Все это крутилка, вертелка, Пока Спешл, все это очень сильные инструменты в руках Скорпиона. Ну, посмотрим. Напоминаю вам, что этот турнир проходит в рамках Pro Competition. Соответственно,
из этих турниров делается общий рейтинг. И по этому рейтингу 9 лучших игроков выходят в финалы. Сразу же начинает Tekken Мастеру резво. Так. Угу. Вивнул. Так. Странно, завив панишил Хавьер. Ну ладно. Так. Оп, Б3. Найс паниш через чоп-чоп. Так. Убирает страйкера сейчас Tekken Master. Так. Страйкер. Засейвил. С какой стороны? Так ты что, не видишь, какая? Что флаг Испании там? Ага. Все, страйкер снова накопился у Хавьера. О, просто... Да, гарпун, быстрый гарпун у Скорпиона, все так же быстрый. И в отличие от МК-11, ой-ой-ой, Б3 заходит. В отличие от МК-11, он бьет, точнее, он выводит на комбу даже... О, хорошее решение! Хорошее решение, Хавьер! Вау, красава! Просто красава! Это прям великолепное решение было. И раунд забирает Хавьер. Молодчик. То есть лаунчит, выводит на комбу гарпун без вливания метра. Это надо понимать. Так. А вот сейчас гранатка у Tekken Мастера зарешала. 371 дамага. Угу, бросок. Не рвет. Так. D4. Ага. Так. Паниш, да. Ждал этого арморчика Tekken Master и убивай. Хорош. Отлично. Оп. Найс. Найс конферм. Е, 388. Господи. Четверка. Заходит. Окей, стендовая. Так. Пока спешл. Засейвись. Сейвился. Пока спешл от Tekken Мастера. И пока спешл в ответку от Хавьера. Вифнул двойка. И сейчас Tekken Мастер. И этот виф наказывает. Это Хавьер. И этот виф Tekken Мастер наказывает, но брейкает Хавьер. Так, а вот сейчас нету брейкера. И это смерть. Это смерть. 1-0 в пользу Tekken Мастера. Как уверенно-то он, играет. Отлично. Видите, у Бараки хороший мувмент, но он как бы весь просто много ансейвового. И в этом плане страйкер очень хорош, все сейвит. Так, так, оп, оп, оп. Найс. Б3, 1. Обратите внимание, что никто не присаживается под однеркой, никто не микродакает ее, потому что, ну, опасно. Ведь Барака может сделать Б3 вниз вперед 2 спешл и, соответственно, выйти на комбу, а засейвить в любом случае страйкером. Пока спешл. Так. Вот как сейчас. Вау! Отличное решение, вы посмотрите, от Хавьера. Армором врывается. Так. 2-1. D3 джейл. Оп, оп. Пока спешл. Гранатка. Да, засейвил. Все сейвят этой гранатой. Ой, ничего себе, он подъехал прям чоп-чопом. На такой дальней дистанции. Ага, ага. Так, D4, B3. И да, дожимает через вниз вперед 2 Tekken Master. Так. Закидывает. Айс. Влетает при помощи чоп-чопа. И поехали. Четверки.
Рискует, на самом деле, Хавьер периодически. Ой, вперед 3 вифнуло, как-то интересно. Дистанцию не рассчитал. Оп. Архед. Нет, поблочил. Хавьер. Засейвись. Найс. Хорошо, затаймил сейчас Чоп-Чоп Текен Мастер. Микродакнул. Этот бросок Хавьер. Так. И наказывает. Отлично. 340. 360. Отлично. Хороший дамаг. Красава. Красава, Хавьер. Пока спешл. Заходит от Текен Мастера на этот раз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чуть-чуть хп остается. И Б3 на мите влетает от Текен Мастера. И это 2-0. Еее. 2-0 here on MK Javier. Javier, no choice now but to make a reverse sweep. There's one really cool thing that Tekken Master is doing as well. So Baraka's best mid is his back three. That kind of реванш нажимает, не задумываясь, Хавьер. Так. Окей. Армором поглотил, армором этого убрал страйкера и еще и на комбу вышел Текен Мастер. Так. Здесь можно было панишить, но там, видите, когда лезешь на эту гранату, это капец. Очень страшно на нее лезть. Да, ждал этого телепорта Текен Мастер. Ой, красава. И апперкотом дожимает матчпоинт. Какая уверенная игра. Неужели просто 3-0 сейчас укатает Текен Мастер? Ой, посмотрите, посмотрите. Это вместо тибэга. Видите? Как бы такой. Типа тибэк. Найс. Ой, хорошо. Ой, хорошо. И отлично доконфермил Текен Мастер. Бросочек делает Хавьер. Найс паниш. Так. Б3 заходит. Ой-ой-ой, Хавьер, печалька. Печаль, беда, печаль, беда. Так, чипуем, чипуем, чипуем. Один пиксель остается у Хавьера. Ну, не знаю, здесь камбэкнуть такое, блин, очень тяжело. Нет, все, смерть. Почему не убил? Ну ладно, сейчас убил. Подъезжает своим чоп-чопом. И уверенный 3-0 в пользу Текен Мастера. Да. Кто остановит этого Текен Мастера здесь? Кто? Непонятно кто. Picked apart the key details of what are the things that Javier does a lot. A, lots of teleports, right? EX teleport. B, more importantly, down 3 into death spin. Death spin into striker grenade. There are some really key aspects of how he plays this matchup that has worked so well. Tekken Master had an answer for every... Так, переходим к полуфиналу лузеров. Канимани за Рейдена и Джонни Кейджа против Фокси Грампа за Китану. Делайте ваши ставки. Канимани и Фокси Грампа. Да. Только Фокси остановит. Да-да-да, только Китана и способна. Нет, Текен Мастер очень прям выглядит сильно. Но сложно сказать, сможет ли его кто-то остановить. Ну да ладно. Пока что мы будем смотреть Канимани против Фокси Грампа. Напоминаю, что у Канимани не только Рейден в запасе, но еще и Джонни Кейдж, в принципе. Вот. Как будет играть Фокси Грампа, мы совершенно точно знаем. У нас впереди полуфинал лузеров, я уже ранее сказал. Это Канимани за Рейдена и Джонни Кейджа против Фокси Грампа за Китану. Здесь вопрос в том, что предпримет Канимани против такого адового и эффективного зонинга Фокси Грампа.
And that will, of course, decide our final grand final. Well, especially after that winners finals, I genuinely believe that Tekken Master is now like the player to beat. Now I know that sounds obvious, but I just mean in terms of how Omni-Man вышел слишком, ну, короче, еще слишком мало времени прошло с выхода Omni-Man, чтобы его на турнирах использовать. Поэтому его нельзя использовать на этом турнире. Так решили НРС. Ну, так же, как и Тремора. Итак, ну чё, друзья, с Джонни Кейджа начинает, ну, точнее, в принципе, это логично. Джонни Кейджа берет Кани. Это матч за выход в топ-3 по лузерам. И поехали. Без лишних слов. But I feel like at this level, it doesn't mean a huge amount. Because when you're playing at the highest level, you're going to know these matchups. And it just comes down to how dry Foxy can keep. Because eventually, я смотрю, они уже забили на то, чтобы ХП у них постоянно вверх идет, а видите, они решили так сделать. Так. Да, вот, есть Shadow Kick арморный, поэтому он и берет этого Джонни Кейджа. Бросок, нет, не рвет Канимани. Ага. Так. Угол. Перри использует Канимани. Ой-ой-ой-ой-ой, паниш. Ага. Так. Отличное наказание, ставит сетап. Фокси Грампа. Ну и Фокси Грампа, плюс ко всему, видите, не боится и ближки. Совершенно. Так. Наверх это поблочил. Ставит шляпу. Куда полез? Ё-моё. Да. Очень уверенный первый раунд от Фокси Грампа. Так. Сбивает Фокси. И на сближение ловит. Каждый раз, причем каждый раз. Так. Удается, ну, сближаться к Анимани при помощи Shadow Кика, но от этого, видите, профита не так уж и много. Уверенный первый бой в пользу Фокси Грампа. Чё-то как-то к Анимани. Он, видите, рассчитывал, что здесь Фокси Грампа точно так же, как в предыдущих боях, будет просто открыто зонить, но нет. Фокси Грампа показывает, что он не только зонингом тут занимается. Так, ставит пилу. Оп, да, ждал Фокси Грампа, пока он подъедет на своем Shadow Кике. Что-то броски как-то плохо рвет Канимани. А если быть точнее, вообще не рвет. Найс. Так. Ага. Оп. Есть F4, но брейкер сразу Фокси отдает. Ай-яй-яй. Мог убить. Бросок. Найс. Все, убивай. Раунд наконец-таки забирает Канимани. Оки за MK1. Оки, конечно, хорошая у Джонни Кейджа. Ой, вот это нейтрал джампы пошли. Так. Ой-ой-ой, заджейлил. И Хайм поднял. Ага. Так. Так. Почти удалась задумка Фокси сейчас. Но вместо этого в контрхит залетает Канимани. Ага. Окей. Тык-тык. Ай, второй удар пропускает Канимани. Так. Есть вифпаниш, да, хорош. И брейкера-то нету у Канимани. Поймал? Нет, нет, нет. Так. Прилетел шадоу-киком. Еще раз фаталбол. Не успел, не успел. Ой-ой-ой, однако Перри хорошо сработала, однако брейкер спас и, вау, приземлил, а, веером сейчас.
Фокси Грэмпа. very insistent on going for the parry read, which to be fair, that's a lot Так. of information to send to your opponent. Like, I'm gonna confirm. That's a full combo. Хорошо. Almost coast to coast. Найс, отличная комбулинка от Канимани. Прессинг. Наконец-таки он выходит на прессинг Джонни Кейджа. То, чем Джонни и силен. Окей. Так. Каждый раз обратите внимание, что Фокси Грэмпа ждет этого шадоу-кика. Дроп, комбо, серьезно! Кани. Но, тем не менее, все равно забирает он этот бой 1-1. Дроп, конечно, был странный, но ладно, ничего страшного. Не случилось. Так. Able to just cement himself a little bit more, make the most out of the up-close pressure. Трейд приземляется на шляпу Кунлао. Оп, Перри! Отличный паниш. Ага. Ага. Найс. Аверхед поблочил. Так. Рвет не в ту сторону Канимани. Окей. Найс, Перри использует здорово сейчас Канимани. Так. Аверхед, да. Аверхед позволяет избегать этой лоу шляпы. Есть паниш через шадоу-кик. Так. Ой-ой-ой-ой. Апперкот. Найс. Так. Все, держит дистанцию. Но не собирается здесь прям отзониваться Фокси Грэмпа, видите. Понимает, что зонинг против Джонни Кейджа, ну, так себе будет работать. Так. Бросочек. Оп, оп. Паниш! Ага. Армором на реверсал. Сейчас прожимает армор на реверсале Фокси Грэмпа. И за это Канимани наказывает. Так. Господи. И еще бросок. Так. Найс! Отличный ап-блок от Фокси Грэмпа. И есть наказание. Проходит. Отличное решение. Апперкотом. Просто шадоу-кик. 3 раза подряд шадоу-кик фигачит Канимани. И фаталблоум всаживает. Фокси не стал брейкать. Кстати, он мог сделать брейкер этого фаталблоума, но он не стал этого делать. А почему? И этого хватает. Этого хватает. Не знаю, возможно, Фокси Грэмпа подумал, что этого не хватит, чтобы убить, но этого хватило, чтобы убить. Ну что ж, 2-1. Да, задумался Фокси Грэмпа, смотрите-ка. Задумался. Все пошло не так, как он думал. And this could be Foxy's last chance here. It was a really convincing first game, but after that point, it's been all Kanimani. Because it's been more about the up close. Very, very much so. It's been less about not being able to get in because you're gonna get it. Johnny Cage cannot be zoned out, especially if you're playing Johnny Lau. Like it's just a matter of time of when he gets in. Бросок рвет наконец-таки Канимани. Так, еще один шадоу-кик. Ага, найс. Угол. Так, и опять бросает Фокси Грэмпа. Так, все, держит дистанцию Фокси Грэмпа. Хороший апперкот сейчас был. Ой, джампинг-кик пропускает Канимани. Так. Опоздал с этим лоу Фокси Грэмпа. Так, так. Ой-ой-ой. Бросок еще один. Очень много бросает Фокси Грэмпа. Так. О, найс!
Он скомбил эту лоу-шляпу. Но брейкер отдает Фокси Грампа. На пикселе повисает, и да, шадоу-киком врывается Канимани. Матч, поинт. Так. Есть вив-паниш. Ошибается Фокси Грампа, ошибается. И наказывает его за это Канимани. Мид заходит. Все, поплыл Фокси. Так. Оп, прессинг. Так. Бросок. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мид. Все, это смерть. Это смерть. И 3-1. Канимани выходит в топ-3 по лузерам на Хавьера. Ну а Фокси Грампа покидает турнир. Его итог 4-е место. Tells a very different story. You know, Kanimani, season champ for Rips Arena and various community tournaments. Смог справиться Канимани с этим зонингом адовым. Все нормально. Kind of like real kind of online era, I suppose, of like MK1 onwards. So it's only been a couple of years of regular competition, but it has been more than enough for Kanimani to establish that reputation, and that's why Kanimani is going into. И впереди Канимани ждет его тиммейт, скажем так, Хавьер. He is still seen by quite a few to be a favorite to win the entire tournament, despite not having that offline pedigree, because of the sheer level of success he's found in the online realm. And now, of course, taking out a player like Foxy Grandpa. Оп, приземлил, как здорово. Фокси Грампа в этом эпизоде. Делайте пока ваши ставки. Канимани против Хавьера. Рейден-Джонни против Скорпиона. But Tekken Master awaits in grand finals. Both the players in losers finals currently are players who have been looking absolutely unstoppable in this tournament until they fought Tekken Master. And that's both the same for MK Javier and Kanimani. И напоминаю вам, что и Канимани, и Хавьера сбросил лузера как раз-таки Tekken Master, который сейчас находится в гранд-финале и ждет своего оппонента, собственно. You're probably feeling pretty good right now. Tekken Master's going to be confident. There's no two ways about it. Decisively defeating both of the players on stage right now. However, always a chance that that next gear shift could activate, but they don't have a lot of time to do that, and they don't even have time to consider that. Tekken Master в гранд-финале. This match right here. This is to get into grand finals. A considerable amount of change, you know, the financial side of it, you know, between third and second. It's going to be more than Кто из них выйдет в топ-2? Гранд-финал. You know, for those of you watching that might not be aware, that is the MK Pro League, pretty much. It is the World Tour, as they say, where there's a leaderboard of points that you attend pro competition. Джонни Кейджа, по крайней мере, начинает. Нет, это наверное, батон-чек просто. Вряд ли он там Хавьер играет за Рейка. But again, if you're talking early season, it is those points that these players are wanting to obtain. Especially the players who know they're going to enter the online events, they maybe will be able to go сейчас они пока проверят все это дело, как что работает. Latin America tournament when we eventually find out what that is. Any points you can get now will only serve to make your job a lot easier ну что ж. as you move through closer towards that final combat. Well, we're just closing up our button checks here. Very soon we'll be jumping into this Батон-чек, я так понимаю, окончен. Хани против Хавьера. Оба, кстати говоря, Пантер Тим. Короче, обоих поддерживает киберспортивная команда Пантера. It's a story as old as time in competitive games, isn't it? Especially with new installments of games. I think there's a reason we're talking about it so much here at this tournament, because Но плойка, скорее всего, не на полу стоит, а на какой-то подставке. Уж слишком она высоко, чтобы на полу стоять. Итак, поехали.
plenty of time, players to discover their kind of competitive С Джонни Кейджа drive, начинает, судя desire по to всему, play in Канимани. tournaments and do exactly that. And we've seen it so much here at UFA, here in France. And I've got to say, shout out to UFA, all the staff that have been running the brackets, keeping things good. Of course, the production crew, keeping a good show to watch. And of course, all you lovely folks at home for watching. And I hope you're enjoying yourselves, as this has been a really good top 8 so far. And a great demonstration of what International Mortal Kombat 1 is currently looking like. Even though we're only a few months in, I'm definitely feeling good about how the community. Итак, погнали. Да, Джонни Кейджа начинает Канимани. Сразу же B3 пихает Хавьер. Так. Двоечкой залезает сейчас Хавьер. Найс. И полноценная камбулинка. Так. Ой-ой-ой. Так, пока спешл. Да, есть пока спешл от Хавьера. Закидывает гранатами. Соответственно, засейвливает себя. Ой-ой-ой, двойка. Причем первый удар-то не зашел у Хавьера. И Б3 влетает. Штука очень опасная, конечно. Найс, хорошо, при помощи D1 перебивает Канимани и жмет в углу. Отличный бэкдэш. Второй удар на миде заходит от Канимани и комба. Ага. Так. Гранату на себя принял Кунлао. Так. Гранаты вифнули, кстати, значит, можно было наказывать. И армор использует Хавьер. Временами он рискует с этим армором, да. Ой, хороший антиэф. Но там не доконфермил все-таки Хавьер. Хотя можно было попробовать. Ой-ой-ой-ой. Шляпа Кунлао подстраховала. Двойка заходит. Блин. Он не доконфермил Хавьер, потому что он ждал брейкера. То есть поэтому он так остановился. И броском дожимает. 1-0 в пользу Хавьера. Ну так, размеренно, знаете, сыграл. Б3, ой-ой-ой-ой, пропускает Канимани. Хорошо, мид заходит. Ага, тащит в угол. Так. Ой-ой-ой. Прессит в углу Канимани, но рвет бросок. Так. А вот Хавьер не рвет. О, боже ты мой, двойка заходит от Хавьера. Так, конфер. Найс. Отлично. Нет, не сконфермил Хавьер. Найс, хорошее решение от Канимани. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ребята, поплатился Канимани. Смотрите, он шадокиком закончил и начал заряжать хайп-метр. Он думал, что этого шадокика хватит, чтобы убить, а там пиксель у Хавьера остался. И, соответственно, за это Хавьер его тут же наказал. Да. Ой-ой-ой. Телепорт. Телепорт неудачный от Хавьера. Ну, много ошибок, ребята. Причем от обоих. Так. Угу. Найс. Так, шляпа зашла. Найс, дак! Отлично, дакнул сейчас Канимани, и на этот раз уже заряжает себе хайп-метр. Пока спешл, гранатки, кидает. Еще раз, ой-ой-ой. Просто апперкот. Окей. Так. Так. Брейкер отдает. Хавьер. Ой-ой-ой. Хайп-метр активирует. И перебивает при помощи D1 Хавьер. Но Хавьер
Вау, Вив Паниш через двойку, отлично. И хайпметр закончен. Да, так и не использовал его Канимани. Вау! Ну ничего себе, Вив дэшнулся, мид и убивай. 1-1. Отыгрывается. Обратите внимание, сколько ошибок делают оба игрока. Ну так достаточно. Так. Шоу-кик. Найс, хороший. Есть реверсал паниш. Плюс ко всему, флawless блок, ну, это колесо Канимани, поэтому там много дамага не снял. Так. Отлично. 2-1. Найс. Микродакнул сейчас Канимани. И... Нет, не убил. Чуть-чуть хп остается. Однако на мите коленочку мид. И забирает он этот раунд. Каждый раз микродакает. Канимани уже привык к этому. Так. Видите, метра не было, чтобы арморным шадоу-киком наказать. Найс. Ой-ой-ой-ой, куда полез? Да, и фулл комбо с гранаты от Хавьера. Окей. И еще один мид заходит от Канимани. Причем регулярно он заходит. Найс. И чуть-чуть хп остается у Хавьера. Бомбы снова мимо летят. Так. Двойкой машет. Две гранаты зашло, поэтому армор не сработал. Так. Чипует понемножку Канимани. Чип. И D1. Забирает Канимани. Так. 2-1. Так. Залезает двойкой, останавливает Хавьер. Ой, как ошибается с дистанции Хавьер. И наказывает его за это Канимани. Так. Аверхед. На миксапы перешел Хавьер. Двойка залетает. Ага. И есть комба. Двойка у Скорпиона хоть и хай, но очень далеко бьет. Очень далеко. И конферм. Он отменил. Смотрите. Канимани хотел сделать ресет. И да, отличное решение от Канимани. Коленка мид и конферм в экзовый шадоу-кик. Именно в экзовый, чтобы армор получить. И, соответственно, заряжает он себе хайп-метр. Вот он хайп-метр. Активирует. Ой-ой-ой, печалька. Печалька для Хавьера. Паниш! Найс! Ой, красава! Как же он убежал от этих бомб, а? Красава, Канимани. Вот это контроль. Матчпоинт. Ой-ой-ой-ой. У Хавьера проблемы. Это проблемы. Так, чипует. И в бросок забирает Канимани все-таки этот бой. 3-1. Ну что ж. Это было впечатляюще. Красава. Как же он здорово поменял. Поменял сторону в последний момент Канимани. Таким образом, Хавьер остается на третьем месте, ну а Канимани выходит против Tekken Мастера. Против того, кто сбросил его в лузера. A better story to finish off this pro competition event here at UFA. I tell you what, one fantastic story has been the story of Javier. He has fallen short here now. Third place is the finish.
but taking Scorpion of all characters and moving into the top 3 of a stacked Ну что ж, смотрим. competition, Повторчик. major event. That is something that Javier can be proud of. Let alone the fact that this is his first entry into major offline Mortal Хорошо Kombat. очень So congratulations начал to you, Javier, Javier. но... It was wonderful seeing you. We thank you for coming. And we appreciate the fact that you took a character like Scorpion. Постепенно так довольно-таки Канимани вскрыл его. И обратите внимание, что он, видите, ресетнул при помощи фаталбол. Очень умно сыграл сейчас Канимани. Так. Ну а впереди, друзья, гранд-финал, последний поединок, последний матч. Канимани против Tekken Мастера. Соответственно, у Канимани Джонни Кейдж и Рейден. Ну а Tekken Мастер — это Барака Плеер. Посмотрим, какие выводы сделал из своего поражения Канимани, собственно, Tekken Мастеру. И сможет ли он его теперь убрать и взять реванш. Final match where we find out who's going to get the lion's share of those points and the prize money. I'll be honest, if I was forced to choose. Кстати, напомню, что за первое место в этом турнире, $4000. Всего общий призовой фонд 10 тысяч. На топ-8 распространяется. We're about to get his entrance to the stage right about now. Tekken Master is one of the players to watch and has been for years and years and years. I'm just so excited to see whether he can actually bring it all the way. He was my pick to win this tournament. Looking at this top 8, you look at the level of play. Пафосный выход к арене. Tekken Master. Tekken Master is consistency personified. Is Baraka, of all characters in this top 8, is Baraka going to win? But again, we talk about it. It's not. Okay, so Baraka was nerfed in the patch, right? But Baraka was super good before. But the only real change he got was damage scaling. Obviously, synergy with Cyrax took quite the hit, you know, for the traditional way you were playing. Now, if you still play Baraka Cyrax, it's, you know, I mean, I still play him. I do like a lot of self-destruct, but you're not playing in the same way, right? Ну и его оппонент. He took the character Striker and still making it work. Kanamani, on the other hand, Канимани. Такой молодой, капец, Канимани. Очень молодой. Вполне возможно, что на этот бой он может взять Рейден Кана. В этом, по крайней мере, да, есть смысл. I am expecting the Johnny Cage to come out this time, because when Kanamani last fought Tekken Master earlier today, it was Raiden. Ну, смотря что ты имеешь в виду под реальными стычками, если ты про драки, то был один случай минимум, я помню, поножовщина была, там зарезали одного человека. Not only against it, but in the mirror, you know, all kinds of different things. But that's one thing, yeah, Tekken Master is his preparation, his Ну, это редко, конечно, очень редко, но, конечно, было. And if you're throwing at him a top-tier thing, you know he's done the homework, you know he's labbed it, and you know he's ran that match many a time. But of course, he himself been playing the Baraka Striker almost exclusively, I think, in today's top 8. I think, in fact, yeah, I think we've only seen the Baraka Striker. But again, like I was saying before, Baraka got nerfed, but if you like the style of just a lot of commitment on block into making stuff safe, you know, helping you kind of plow your way in. Striker is doing all of that. Так, you could do ну a что similar ж. thing with Kano, but the Striker grenades are mid-explosions, which really helps for the ability to get combos on here if they go for a trade, or just kind of covering yourself. And again, the way Tekken Master is playing it, Ожидаем гранд-финала. doing whatever. He's playing a very fundamental game with Baraka, taking risks when appropriate and Но здесь вопрос на самом деле больше к Канимани, в том плане, кого он возьмет на этот бой. So even though Baraka, worse than before, yes. Unviable now? Definitely not. Especially when you're playing him with the right cameo. And in this patch, Striker with Baraka is that cameo. So we are just going to be doing a button check just to make sure A, lowered health bars, and B, I mean, more importantly, buttons, right? You'll make sure everything's good to go as we jump in. Grand finals, absolutely. I'll always use this quick opportunity to explain. This is a все ли double работает elimination верно, tournament, все right? ли What does работает that mean? правильно. Why does that mean that
Tekken Master went straight into Grands, and now Kanamani had to do it. What does this mean for the finals? Basically, long story short, if Tekken Master wins this 3 out of 5, he wins the tournament. If Kanamani wins this 3 out of 5 we're about to see, he will essentially send Tekken Master to loser's bracket, and we have one final set. Yep. So Kanamani has double the work to do, because Tekken Master still has that lifeline. But that's it, it's a lifeline, right? Kanamani lost earlier, so he's got to put Tekken Master into losers. Ну что ж, 2 сета. 2 сета надо взять Канемани, чтобы выиграть этот турнир. Tekken Master только один. I definitely think Tekken Master is the one to watch. And I know we've been saying it, but I mean, how can you bet against him in this kind of situation? How can you do it? And we're starting our match. I'm looking at the intros on my cheaty monitor. We are getting our first match of Grand Finals underway. As we've said Итак, many times, поехали. С Джонни Кейджа начинает Канемани. Ну, по крайней мере, начинает. И просто сразу же врывается Tekken Master. Четверочки прожимает. Так. Найс. Оп. Прессинг включает Канемани. 2-1-2. 0 на блоке. Ой-ой-ой. Видите, как бэкдэшится и быстро 2-1. 2-1-2 прожимает Tekken Master. Оп, хороший. Ой-ой-ой, чуть-чуть не наказал. Но хороший пари использовал сейчас Канемани. Ага, найс. D1 поднимается, однако рвет бросок Канемани. Аверхед. Реактит на него. Оп. Ой, как сантиерил. Здорово сейчас Канемани и копит себе хайп-мета. А? Оп, D4. Найс. Так, хайп-метр активирует. И поехали. Прессинг. Ой-ой-ой. Найс! Ой, здорово заевпанишил сейчас Tekken Master. Вы посмотрите, вообще не боится он хайп-метра своего оппонента. Так. B3 перебивает над панчем Канемани. И прессинг включает через плюсовую шляпу Кунлау. И отлично! Блин, ну чуть-чуть не достает, чуть-чуть. Вейвдэши эти не достают. Так, засейвил. Засейв? Да, гранаты. Окей. Ах, B1 надо было пихнуть, тогда зашло в хит. Так. Ой, красавчик! Ой, красавчик Tekken Master! Это было очень здорово. Он знал, видите, и он еще и дистанцию такую как бы отошел. На такую дистанцию, чтобы этот Wave Dash поймать. Так, найс. 2-1 заходит. Оп-оп-оп. Господи, прошелся по Канемани, сейчас Tekken Master, уже пол хп нету. Найс, наконец-то наказывает при помощи парри Канемани. Найс. D4. Угу. И бросок назад. Еще один бросок, не в ту сторону рвет Канемани. Так. Брейкер использует. Ой-ой-ой, и все равно бомба залетела. Паниш. D4. Бомба. Трейд залетает на вифе от Tekken Master. И, соответственно, 1-0. Да. Ау, прочитал это намерение, смотрите, Канемани. И предусмотрел эти бомбы, поэтому наказал при помощи апперкота. Найс! Есть микродак и есть паниш от Канемани. Наконец-таки эта наглость B3-1 наказана. Оп, оп. Так.
Угу, трейд. О, господи. Так, сейф. Найс. Бэкдэш и 2-1 на паниш. На вип паниш. О, господи, F3 випнуло. Угу. Оверхед заходит. Вот Канимани. Мид. Однако брейкер отдает Текенмастер. Не знаю, стоило ли. Можно... О, Б3! Б3, камон! Да, он брейкер не просто так отдал. Вы посмотрите. И забирает. Буквально ворует этот раунд Текенмастер. Так. Хорошо. Хорошее решение от Канимани. И угол. Окей. Вейкап от Текенмастера. Ансейфовый. Очень ансейфовый. Но арморный, конечно. Ой. F3, нет, поблочил этот оверхед. Ой-ой-ой, 2-1 заходит. Так. И фаталблоу вкладывает Текенмастер. Ну не знаю. Интересное решение. Не убьет он, конечно, но полный метр есть у Канимани, ко всему прочему. Окей. Так, так. Шадоу-кик, вау, вот это риск. Ох, бросок, и не рвет бросок этот Канимани. 2-0. Да. Что-то Канимани не может справиться с Баракой. Либо не может справиться со страйкером. Адская команда. Неужели в сухую катает? О, с чоп-чопа начинает Текенмастер. Так, вифнул и наказывает Канимани. Есть паниш. Отлично. Так, 2-1-2-0. Куда полез? Б1 на вив паниш от Текенмастера. Отлично. Так, закидывает гранатами, чтобы сейв получить. Ах, чуть-чуть не наказал Канимани. Так. Бросок, рвет Канимани. Now we've seen the damage. This is definitely kill territory for Kanimani, but that breaker always a problem. Нет, не полез, не полез. И, конечно же, панишит. Умеет панишить это Текенмастер, и это Tournament Point. Так. Ой-ой-ой. Привет. 2-1 заходит, да, и брейкер отдает. Канимани отдает. Так. Угу. Мити, не побоялся ты, Канимани. Угол. Ага. Так. Угол. Угол. Прессит в углу. Канимани. Это шанс для него. Да ну, фаталблоу! О, еще и фит пропустил Канимани, да камон. Жесть. Просто жесть. Так. Еще бросок, но порвал на этот раз Канимани. Конферм. Тихо. Брейкер. Не стал брейкер делать. Смотрите-ка, Текенмастер брейкер делать не стал. Так. Ага. Страйкер. Ой, законфермил бомбу. Текенмастер законфермил. Ага, хороший дамаг. Так. Ага. Все, засейвил. И 2-1 снова заходит брейкер. Надо отдавать Канимани. Ой-ой-ой. Не законфермил. Чуть-чуть хп остается у Канимани. Ну что, будет ли камбэк Кани?
Нет, не будет. Б3 заходит в хит, и таким образом Канимани занимает второе место. Ну а Tekken Master, уверенная победа Tekken Мастера за Бараку плюс Страйкера. Ух, какая уверенная победа. The veteran takes it today, but of course we got to give shout-outs to Kanamani for an unbelievable second place. Просто жесть. For an offline major debut, that is Второй оффлайн мейджор по Mortal Kombat 1 в рамках Mortal Kombat 1 Pro Competition забирает Tekken Master из Бахрейна, игрок за Бараку. Who knows how many at this point? As many games Sonic as he Fox wants нет. to play. Because remember, it's been a good few years since we saw Tekken Master play at an offline major tournament. It has been quite a while. Ну что ж, и все игроки топ-8 поднимаются на сцену. I'd say a good couple of years at least. And it's not through lack of trying. You know, I know he's wanted to compete, just hasn't had the opportunity to. But now, with the rise of the new era, MK1, Tekken Master back to full form. To be honest, as expected. Now, I did say at the start of the top 8, it's a difficult selection. Не слишком заметны. Товарищ судья расставляет игроков для церемонии награждения, которую мы тоже, конечно же, посмотрим. Канимани и Tekken Master. And is always consistent, it was Tekken Master. And here we are, a few hours later. MK1 Tekken Master, ну, не настолько прям сильно был заметен, но, тем не менее, тоже выступал неплохо на турнирах. Однако, возможно, с Mortal Kombat 1 начнется его эра. I imagine you could probably do similar things with like Baraka Kano, maybe Baraka Goro. But the problem is that, you know, again, Striker has the mids, right? That's the real Поживем увидим, как говорится. And that's pretty much all we saw. You know, from Tekken Ну что ж, Master, награждение. weren't seeing any of the baton strikes, weren't seeing the handcuffs. It was just the grenades to cover, and that is it. And that's all he needed. Да, Страйкер, конечно, это сильный персонаж. Representation of the international Mortal Kombat community. I want to give a huge shout out to RZA, of course, for being a phenomenal stage host today and a phenomenal commentator yesterday, the man of many talents. And we shall one by one Ну что ж, award those медальки. well-earned medals. Ну что ж, Video Games Yo. Седьмое место. Игрок за генерала Шао и Шансунга из Великобритании. Седьмое место. Гр. Игрок на Геросе, Соединенные Штаты Америки. Пятое место. Боки. Игрок из Кунлао из Австрии. Также пятое место. Акстар. Игрок за Рейка из Ливана. Четвертое место. Представитель Великобритании Фокси Грампа за Китану. Третье место. МК Хавьер. Скорпион плеер из Испании. Второе место. Канимани, самый молодой участник здесь. Игрок за Джонни Кейджа и Рейдена. Ну, представляет тут Турцию, по крайней мере. Ну и, конечно же, победитель этого турнира, победитель второго мейджора Mortal Kombat 1 Pro Competition, Tekken Master из Бахрейна, игрок за Бараку. Чемпион. И вот он трофей. Нивик? And you know he's always going to play at the highest level of whatever he's doing at the time. Whether it's like new characters, whether it's characters he's working on himself. Always so much to expect, and of course, doing the Middle East scene proud, as always.
Ну что ж, друзья, на этом заканчивается турнир по Mortal Kombat 1 топ-8 Ultimate Fighting Arena, который проходит в Париже, во Франции. Вот. Топ-8. Надеюсь, вам понравилось. Наши, еще раз, наши игроки, к сожалению, до топ-8 не дошли. Disarted занял 25 место, напоминаю. Такинадо занял 25 место. И MK Азербайджан. И МК Азербайджан, он занял 13 место. Он оказался ближе всех. Вот. Ну, к сожалению, немного не хватило, но тем не менее, все равно топ-16, по крайней мере, он залетел. Было очень даже неплохо. К сожалению, на стрим Такинадо не попал ни разу. Так, дважды попал Disarted и дважды попал Азербайджан.